лет. Если бы я не поверил в вашу чушь о том, что гений небес спас простых людей, я мог бы вырастить для вас бессмертных. Но что произошло? Прошло 10 лет, и я практиковался только до тех пор, пока алхимик не пересек небеса. В любом случае, я винтик, и в 3 часа дня я уже считаюсь человеком. После того, как я перешел на другую сторону, я думал, что смогу стать драконьей бурей, но ты, плохой старик, одурачил меня и взял вверх. Эта птица — патриарх разбитой секты, который не срет. Ты можешь достать Ансяна ударом ноги и оставить меня в покое. Как дикарь, я не могу победить даже дикого кабана. Чего именно хочет от меня этот разрушенный бессмертный мир? Проверка воли хозяина Дина к самосовершенствованию прошла на должном уровне, и сильнейшая система сект в 10 тысячах королевств успешно связана. Система — это действительно система. Я знал, что у Тревоса не может быть системы Галфингер. Папа, вы можете сообщить мне, что система будет подключена, когда хост пересечет границу, но из-за аварии в пути хосту пришлось долго ждать. Вы проработали со мной 10 лет. Знаете ли вы, что за последние 10 лет я использовал ростовщиков, чтобы преследовать людей по всей дороге, и чуть не умер от голода в этой могиле? Мне очень жаль. Чтобы компенсировать потерю хозяина, эта система сначала выпускает игру, чтобы компенсировать базу культивации земли, и добавляет к оружию, чтобы открыть золотую землю. Сильнейшего автора легенды о древнем континенте, капля крови которого может убивать богов и демонов и сокрушить несколько видов оружия в небе. И это исключительное магическое оружие земли. Это достаточная компенсация, и папа выплатит ее немедленно. Так что мне на все наплевать. База культивации солдат прокачана. Скажите. Это и есть сила Земли. Теперь я всего лишь одним физическим ударом могу превратить электростанцию Небесного Царства в кровавый туман. Это система. Где меч морского императора? Для вас императорский меч. Этот нож немного чешется, так что вам нужно найти достаточно большой и мощный нож для убийства. Все в порядке? Немного сложнее, база для обработки земли и несколько видов оружия действительно неразумны. Это принуждение непосредственно сбило имперских солдат с ног. Вот земля, вот приближающиеся вестники земли, открытая охрана в большом количестве. Все ученики закрытой группы вымирают. Тот, кто осмелится причинить неприятности, когда что-то случится с Землей, старик уничтожит звезды своих 9 рас, и Земля быстро проснется. С щедрым подарком на спине он отправится к звездному небу и поклонится Земле вместе со стариком, ища проблеск жизни для моей династии. Как вы относитесь к тому, что на меня смотрит так много людей? Забудьте об этом, если вы не заботитесь о больших парнях, у вас должно быть щегольство больших парней. Гений, который обнаруживает потенциал настоящей звезды, запускает задание ученик и просит ведущего обратиться к ученику. В чем преимущество приема в ученики? Это место сейчас слишком большое, так что я не пойду. Хозяин может быть уверен, что вознаграждение за принятие учеников абсолютно не ограничено. При наборе потенциальных учеников Звезда Времени вознаграждается роскошной коллекцией учеников, 2 гарантированными картами призыва Земли и 2 картами призыва Святого. Призванная сила абсолютно лояльна хозяину, и каждый эпизод из 10 карт призыва одного уровня может синтезировать силу более высокого уровня. И карту призыва Земли также может синтезировать. Это означает,
что я не только непобедим, но и могу собрать вокруг себя великую небесную группу как старейшина, чтобы бесконечно синтезировать. Разве не было бы возможно уйти из бессмертных? Это интересно. Настало время для туманной секты, обитающей в этом месте, потрясти этот бесплодный древний континент. Предупреждаю, что целевого ученика преследует секта. Он был вынужден спуститься с обрыва. Его жизнь на кону, и осталось только время, чтобы он упал. Как мог мой первый большой ребенок умереть на руках у других людей? Линь Фанран, если мы вернем твою голову, мы сможем войти в павильон Аватара, чтобы забрать Аватара, и ты можешь послушно умереть. Это нехорошо быть счастливым. Он также убил моего собственного брата, и я должен разрезать его на куски. Ван Сан притеснял ту же семью и лишил меня ресурсов. Я сопротивлялся, чтобы защитить себя и восстановить справедливость, но вместо этого отдал приказ об убийстве от своего имени. Я, Линь Фан, служил секте Экскалибур всей своей кровью, и в конце концов я накормил всех собак. Кто мешает вам иметь длинные глаза? Это был Ван Цан, единственный сын старейшины павильона Шонтанг, который нанес оскорбление. Примите свою судьбу. Моя судьба зависит от меня, а не от небес. И последнее слово остается за мной, если я умру. Ха-ха, этот мусор действительно прыгнул со скалы и покончил с собой. Братья, спуститесь вниз, почините нож и приведите людей наверх, чтобы они получили награду. О, подождите минутку, большой ребенок на этом сиденье не может быть сломан так рано. Кто этот человек? В секте Экскалибура нет таких молодых старейшин. Они здесь, чтобы спасти меня, но кто в Хуанчжоу осмелится оскорбить секту повелителей секты Экскалибура? Четырехкратное небесное качество Линьхая заключается в том, что после активации тела меча Кайку можно отдать 10 тысяч мечей и превратиться в 10 звезд, способных вонзить меч в землю. Черт возьми, система не может себе этого позволить. Я просто подбираю любого, кто хочет спрыгнуть со скалы, и все они являются шаблонами для борьбы с небом на мечах. Я закончил с этим учеником. Молодой человек, я смотрю на вас блестящими глазами и белыми зубами. И вы такой талантливый. Вы действительно редкий талант. Хотя жемчужина сейчас покрыта пылью, пока есть знаменитый учитель, который будет преподавать. Она сможет сиять светом и разбиваться горы и реки. Это место занимает патриарх туманной секты в 108-м поколении. Не хотели бы вы поклоняться мне как учителю? И с этого момента отправляться на дорогу подземного мира, чтобы принимать учеников, смело вступать в секту фазанов и осмеливаться принимать предателей перед моей сектой Экскалибура. Вы хотите сразиться с моей сектой Экскалибура? Это очень шумно. Одним взмахом руки, даже без принуждения, он убил монахов 5 небес у моря. Как этот человек вообще существует? Не говоря уже о том, что царство Юконг является старейшиной царства медитации. Совершенно невозможно так легко преуменьшить это. Как вам это? Если вы поклоняетесь учителю, это место теперь освободится от группы лакеев, которые преследуют вас ради вас самих, и если вы экспортируете свое зло, дух непобедим. Тогда этого места больше не будет. Старшеклассники действительно готовы встать на защиту своих учеников и стать врагами секты Экскалибур. С точки зрения этого места, секта Экскалибур отличается от сорняков на краю этого обрыва. Ученик Линь Фан, если вы хотите поклоняться учителю, то сначала учитель очистит портал для вас. Осмелюсь сказать, что наша секта Экскалибура является повелителем дикой природы. Если вы убьете нас, патриарх никогда вас не отпустит. Не бойтесь его блефа, давайте разделаемся с ним вместе, и вы тоже хотите убить меня. Звенящий палец соединяет нескольких монахов Духовного морского царства, но Юнву автоматически уклоняется в обе стороны, как будто он жив, и даже следа принуждения не просочилось наружу, что за непостижимое бедро у Линь Фана, и он не опускается на колени и не кланяется учителю. Ученик Линь Фань встретился с мастером Дином, чтобы поздравить хозяина с получением подарка от потенциального ученика. И вот ученик прибыл, и он заработал целое состояние. Производство систем должно быть высококачественным продуктом. Это не очень хороший ученик. Встаньте и верните себе статус учителя. Мастер, это и есть та самая туманная секта?
Почему вы большей паники, чем разрушенный храм на земле? Вы проявляете снисходительность к претенциозности, забывая, что у этой разрушенной секты даже нет места, где остановиться. Если это отпугнет мятежного ученика, который только что получил это, то где я могу поплакаться? Это метод сокрытия скрытого мира. Я приглашаю вас принять участие от имени учителя и увидеть настоящую главу своими глазами. Я пришел сюда как учитель, чтобы помочь вам активизировать ваше физическое развитие. Это физическое развитие. Ваше тело — это тело меча с отрицательным свайром. Период тайку — самый властный из физических периодов кенда. После активации ванзянь может подчиниться телу меча тайку. Ученик Какао слышал, что ему пришлось использовать частичку намерения меча тайку, чтобы активировать его. В наши дни мир кардинально изменился, и даже останки тайку не могут быть найдены, не говоря уже о мече тайку. Хэм. Простой меч тайку означает учителя, и это удобно. В этом и заключается физическая форма и сверхъестественные способности тела меча тайку. Ван Цзинь сдался мне, Линь Фан наконец-то собирается подняться. Что за хлам посмел заливать пол Лао Цзи из-за меня? Вы можете себе это позволить? Катитесь отсюда. Одним звуком он приказал Ванзяну прийти к династии, тем самым заставив Ванзяна отступить. Благодаря достижениям мастера кенда вы действительно являетесь учеником королевства. Эта волшебная сутра как раз подходит для вашего тела, владеющего мечом тайку. Возьмите ее и практикуйте. Бессмертное священное писание — это то, чем, возможно, не обладает даже высшая, святая земля, которая передавалась из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Учитель действительно дал это ученикам, которые только начинали. Эта техника хаоса тайку как раз подходит для тренировки вашего тела с мечом тайку. Сломанная книга, присланная при входе в систему, просто используется для того, чтобы отослать этого глупого ученика. Это чрезвычайно культурный, обратимый хаос. Вселенная инь-ян. Имперский меч пересекает длинную реку времени. Меч — это истина. Это не шатер перед смертью. Учитель на самом деле вложил высшую бессмертную сутру в меч в качестве дополнительной книги для моего ученика Линфане. Спасибо тебе, учитель, за то, что ты дал закон. Любовь солнца трудно отблагодарить. И его ученики должно быть сбиты с толку. И я горжусь могуществом эфирной секты. Самое трудное начать — это не понимать, даже если учитель просто бездельничает. А мастер, который может подарить вам волшебную страну в любое время Уилл, его достижение должно быть непостижимы. Насколько повезло ученику стать мастером? Выясните, не сломаны ли карты души 6 внутренних учеников одновременно. Это делается для того, чтобы прижать лицо моей секты Экскалибур к земле и отступить к краю обрыва мастера секты Ванджана без малейшего колебания ауры. 6 человек, казалось. Он просто испарился из воздуха, и они не смогли найти ни малейшего следа. Это должно быть предатель Линфан, который нашел помощь. Я, Ван Цан, был изувеченным, и помощник, должно быть, пришел, чтобы убить его. Старейшина Ван, успокойтесь. Линь-Фан, мирской сирота, где помощник? Те, кто может убить 6 внутренних учеников, бесшумно и не оставляя ни малейшего следа, по крайней мере, сильны в области концентрации. Я думаю, что есть и другие силы уровня Повелителя, тайно нацеленные на меня. Чтобы предотвратить катастрофу, мастер секты Экскалибур просит использовать зеркало пустоты, магического оружия Чжэн Цун, чтобы вернуться к истине и предотвратить ее заранее. Зеркало пустоты — это поврежденный артефакт, и одна копия будет повреждена, как только оно будет активировано. Патриарх Шао Юань не боится 10 тысяч, просто на всякий случай. Если это правда, что силы уровня Повелителя хотят заменить меня, секта Экскалибура не может выяснить, тупик это или нет, это место хочет посмотреть. Кто из бессмертных осмелится сместить мою секту Экскалибура? Пустота возвращается к этому месту. Не останавливайтесь, проследите корни до этого места и найдите дыхание убийцы. Я нашел его. Сделав еще один вдох, вы сможете ясно увидеть лицо убийцы. Слова учителя были настолько гневными, что ученики Шинхай Цзинин Тайсю были по-настоящему озадачены и попросили учителя дать им наставление. Где же вуайерист осмеливается следить за причиной и следствием пространства? Это кресло выглядит усталым и самонадеянным.
Это самонадеянно. Глаза патриарха были разделены сотнями миллионов миль, и это был взгляд, который сокрушил мой артефакт Чжэньцзун. Какое существование спровоцировала моя секта Экскалибура? Это мастер. Вы недовольны неправильным применением вашего ученика. Это не муравей, который заглядывает на это сиденье, не зная высоты неба, и преподает вам урок. Тогда спросите, на расстоянии 1000 миль один взгляд может отпугнуть могущественного хозяина, который тайно вынюхивает, что это за табу. Считается, что жизнь моего Линьфана находится в правильном месте. Глазами патриарха могло ли случиться так, что убийца, убивший 6 моих учеников, с первого взгляда разбил мой артефакт Чжэньцзун? Это, по крайней мере, полусвятое старое чудовище. Не так ли? Наша секта Экскалибур боится на этот раз наделать больших бед. Заткнитесь, заткнитесь. Вы что, хотите уничтожить секту Экскалибур? Этот взгляд только что предупредил его, что если он начнет убивать, то мы окажемся в кровавом тумане, и у нас не останется ни души. Вы все еще выполняете приказ Линьфана убить? Брат немедленно удалился, чтобы тайно проверить этот приказ. И на расстоянии ему не разрешили выйти, но он не смог его найти. Как будто этого никогда раньше не случалось. Вы никогда больше не должны оскорблять обладателя этих глаз. Аура этого заброшенного места вызывает отвращение даже у собак. И так уж получилось, что она распространяет 9 родословных, переизданных системой. Вот это. Это и есть бессмертная вена. Обычные монахи не могут просить о родословных всю свою жизнь. И мастер действительно устанавливает 9 родословных голыми руками. Руки? Каким священным местом для совершенствования, если я не могу взлететь в небо? Мне очень жаль, мастер. День-день. Через 3 дня в храме Божьем состоится собрание учеников, и в мире появится гений, способный пожирать звезды. Приглашается ведущий, который должен устранить утечки, позволить достойной земле устранить их, а другим подхватить их. Вот и все остальное. Ради моды возьмите это в руки. Мастер и ученик отступают на 3 дня, преодолевая 5 препятствий подряд, достигая вершины территориального моря и пересекая 5 классических маршрутов в течение 3 дней. Мастер, несомненно, похвалит меня за такой талант. О, вершина территориальных вод, воспользуйтесь этим. Мо Цзяо тогда хотел стать учителем, прорвавшись с 1-го уровня территориальных вод на 9-й уровень. Но на одном дыхании. Вы даже не сможете прорваться через 9 древних земель на одном дыхании, и на одном дыши глубже. Нет, учитель, должно быть, избивает учеников, чтобы они воздерживались от высокомерия и нетерпения, а ученики тупые и не осмеливаются. По сравнению с несравненным даром учителя, детей можно научить ходить, учеников можно принять, молодые люди могут остаться, а старик возьмет заботиться о своих костях. Он единственный в мире мастер самосовершенства. Присоединяйтесь к Юлун Зону и получите прямое внутреннее лечение. Идите и уходите, этот молодой мастер поклоняется только секте Экскалибура. Как могут линии этих старых булочек быть точно такими же, как у Линь Фанфана, который дурачил его в самом начале? Цзиньмин Ехэйсэй, квази-император, возрожденная физическая реинкарнация, 9-я реинкарнация бессмертного тела — это не император, это 10-й потенциальный 10-звездочный ученик. При виде девушек в тюлевых юбках у вас скоро появится младшая сестра. Учитель, король старейшин своего божественного царства, павильон Дхармы Цзунгон. Именно он взял мое происхождение и устроил на меня охоту. О, какое совпадение, тогда вы убьете его сами. Мастер — это город-вассал секты Экскалибур, убивающий людей на улицах. Помните, что моя туманная секта не боится никакой силы в древнем мире. Даже если мир находится здесь, вам не нужно отступать ни на шаг. Все мастера потеряны. И даже земля не боится меня, сколько существ за пределами земли скрыто в туманной секте. Пусть Ван Сан заплатит сегодня за свою кровь. Лучшая девочка, вы здесь для того, чтобы принять участие в конференции учеников секты Экскалибур? Брат отведет вас туда. Нет, ни за что. Я Ван Сан, внутренний ученик секты Экскалибур, а мой отец — старейшина павильона Бунфа. До тех пор, пока вы будете следовать за мной, я обещаю, что не позволю вам пытаться войти во внутреннюю дверь. Старая леди падала вниз в течение 8 жизней. И первые 9 поколений кровавой плесени были убиты дочерью судьбы. 9-я собака спустилась с горы на землю. Квази-импер и был превращен в пепел своим старшим братом. Только перед смертью он узнал, что их хозяина звали Линьфан. Это 10-е поколение возродилось памятью о Квази-Симпере 10 тысяч лет назад и хотела заранее найти Линьфана, чтобы обнять его ноги. Но когда он услышал об этом сегодня, Линьфан на самом деле был исключен из секты Экскалибур. Я также добавляю сюда лживую секту Экскалибура. Извините, но сейчас я не хочу вступать ни в какую секту, я не хочу вступать в секту Экскалибура. Что вы здесь делаете? Вы смеетесь надо мной? Сегодня вы должны что-то добавить к своему дому, и если вы этого не сделаете, то вам придется это сделать. Иначе вы не захотите уйти отсюда живым. Остановитесь разве в случае с Божьим мечом, когда христиане принуждают других?
Ну что же, Линьфан, как ты посмел появиться здесь? На мне маска для глаз, ты все еще можешь ее узнать. Ты единственный, кто осмелился сразиться со мной в секте Экскалибур и не имеет никакого опыта. Если ты превратишься в пепел, Лао Цзи тоже узнает тебя. Последняя атака из-под тяжка позволила тебе убежать, сегодня ты не сможешь убежать. Братья, я уничтожаю его. Линьфан. Мог ли он быть тем несравненным мастером, который 10 тысяч лет спустя воспитывал земных учеников? Линьфан наступил на железные башмаки и ничего не нашел. Хотя сейчас он выглядит очень слабым, у моего достойного квази-императора есть множество способов перерождения, но через некоторое время он больше не может этого выносить, поэтому я немедленно спасла его. Не слишком ли поздно? Что происходит? Я чувствую, что мои ноги больше не могут двигаться. Кажется, что мои ноги приросли к земле, но моя аура запечатана. Мастер сделал шаг вперед. Это дает мне шанс отомстить за себя. Ван Цан погибнет, а Линьфан будет сражаться лицом к лицу. Вы ни в коем случае не являетесь моим противником. Позвольте вам увидеть могучий кулак Тигра Пяти Небес, царства Линьхай. Это невозможно. Очевидно, что вы всего лишь четвертое небо, обращенное к морю. Как вы могли сломать мой кулак тигра в одно мгновение? Кто сказал, что я четвертое небо Линьхая? Сейчас я стою лицом к 9 морским небесам. О боже мой, внутренний ученик секты Экскалибур был застрелен выстрелом в грязь и убит. Убейте сына старейшины секты Экскалибур в городе Экскалибур. Бегите, мастер-ученик, моя месть будет счастливой. Да, действуйте, когда придет время действовать, и никогда не втягивайте грязь и воду. Это соответствует первоначальному намерению моей туманной секты. Девочка, я забочусь о ваших костях, и в будущем вы станете великим учителем. Если вы не хотите поклоняться мне как учителю, присоединяйтесь к моим туманным делам. Этот старик, патриарх мистической секты, в 108-м поколении. Моя секта имеет глубокие корни. Если вы будете кивать головой, то в будущем станете великим императором. О боже мой, если бы он не бежал быстро, то осмелился бы принять учеников прямо на месте и убить единственного сына старейшины Экскалибура Занконфы. Эта смелость слишком велика, это буквально живое, как вы думаете? Непостижимое, совершенно невидимое насквозь. Это определенно высшее существо, находящееся за пределами всего земного. Спустя 10 тысяч лет у этого непобедимого поклонника духов все еще есть хозяин. Неужели я встретила бедро? А бедро? Такая удача просто ни с чем не сравнима. До тех пор, пока вы будете молиться под его дверью, семья Лэнси также будет доставлять еду, когда они придут. Когда дело дойдет до конца, ученик Yi Цинчен встретится с мастером. Черт возьми! Неужели так легко одурачить достойного возрожденного квази-императора? Эта роскошная машина движется быстрее, чем Линьфань. Система подсказывает ученику, что настало время для успешного прохождения обучения у потенциального ученика. Хороший ученик, пожалуйста, быстро вставайте. Он побежден, он на самом деле проиграл. Разве это не самоубийство? Эта девушка уничтожила Ван Цана, но она единственный ребенок старейшины Ван Бена. Старейшина Ван чрезвычайно близорук и определенно убьет его в чудовищном гневе. Они мертвы. Кто убил моего сына? Это кресло хочет, чтобы он раздробил свое тело, переломал кости и поднял пепел, а также устроил роскошный прием учеников, который реализует систему ученик в руке. Манит меня к себе. Алюр, это ваш старший брат Линьфан, и вы будете вторым учеником учителя, и за теперь вперед. После того, как Алюр увидит старшего брата, пожалуйста, позаботьтесь об этом. После победы я на самом деле стала младшей сестрой, которая убила бога Линьфаня 10 тысяч лет спустя. Что такое Лэнси? Если он посмеет встать передо мной в будущем, я должна буду дать ему пощечину. Учитель может так хорошо научить старшего брата, но он не может научить меня хорошо заботиться о младшей сестре. Каждый из нас является последователем секты и усердно трудится, чтобы вместе добиться прогресса. Хорошо, вы, ребята, тоже знаете друг друга. Давайте начнем, убейте меня смело. Последователи секты Экскалибур осмелились уйти и сразу же сдались без боя. Где мой сын? Где мой сын? Скажите мне, где мой сын? Старейшина Ван, я весь ваш. Он разговаривает. Расскажите обо мне, я разучилась говорить. Старейшина Ван, брат Ван, он находится в той яме. Я сам, моя шахта такая большая, такая мощная, что я не могу дышать. Это сутра о боге полушага, сила на уровне повелителя действительно велика. Старейшина внутренней секты Экскалибура также находится на поздней стадии развития имперского царства. Является ли это силой позднего царства Юконг? Перед лицом этого принуждения я даже не могу остановить его. Это мастер Линьфан. Как вы посмели убить моего сына и лишить его жизни? Черт возьми, я очевидно ношу маску для глаз, как кто-то может узнать во мне Линьфана. Муравьи взорвались. Боже мой, этот человек, похоже, мастер Мисти, и всего 2 слова шокировали старейшину Небесного Пика. Может ли быть так, что он находится в состоянии сосредоточенности? Принуждение, содержащееся в этих 2 словах, определенно не хуже состояния сосредоточенности. В любом случае, мы являемся вершиной Япона, даже мастер секты Экскалибур не может этого сделать. Не делайте этого, просто уничтожьте его одним предложением, верно? Он ведь не сильнее патриарха, не так ли? Хозяин такой властный, что он заслуживает того, чтобы быть тем, кто может передать власть старшему брату. Я надеюсь, что в будущем смогу унаследовать немного способностей хозяина.
хозяина. Хозяин есть хозяин, и если вы ничего не предпримете, это будет серьезное убийство, и даже вершина неба может быть убита мгновенно. Хозяин властный, неземной и могущественный. Ладно, хватит льстить, возвращайтесь назад. Он не может убежать. Патриарх председательствует на собрании учеников перед горными воротами. Я доложу патриарху и немедленно приведу его обратно. Патриарх – важная персона в городе. Старейшина павильона Бунфа был шокирован словами мастера Линьфана, поэтому он сказал: «Брат, не вини меня за то, что я этого не сделал. Он действительно слишком силен. Если я сделаю хоть один шаг, он точно превратится в пепел. Ваш сын мертв, и вы тоже. Дедушка, будьте добры, примите моих 2 внуков. Мы не можем позволить дедушке стать неповторимым». Вы правы. Туманная секта никогда не слышала об этой секте, и кроме внутреннего ученика, почему старейшина Ван не оставил никаких следов? Даже если она взорвется, должно остаться дыхание. Место, где исчез старейшина патриарх Ван, похоже, было таким же, как и у 6 учеников, и на месте происшествия не осталось никаких следов. Могли ли это быть глаза в зеркале пустоты? Передайте этот приказ о сидении. С сегодняшнего дня никому не разрешается упоминать о туманной секте, не говоря уже о том, чтобы провоцировать нарушителей, исключать учителей и никогда не возвращаться в секту. Сюзерен определенно является самым могущественным в зеркале пустоты. Тот, кто ясно видит этого человека, нарисуйте его для меня. Патриарх аккуратно нарисовал группу из 3 человек. Я совершенно уверен, что это был он. Чертов призрак, мастер, что с вами не так? Это его бог. Я действительно обидел этого огненного предка и так далее. Старший брат моргнул, глядя на меня, и не встряхнул меня так, чтобы я превратился в кровавую завесу, показывая, что он предупреждал меня. И приказал мне приказать внутреннему старейшине, Ван Бену и ученику Ван Сану, тайно причинить вред Линьфану, принадлежащей к той же секте, и должен быть казнен. В наши дни они оскорбляют лидеров других сект, и их убивают, и они заслуживают смерти. Оставьте это дело в покое, не продолжайте расследование и немедленно обратитесь к Линьфану, чтобы он уладил свои обиды. Тогда собрание учеников окончено. Пара глаз напугала меня 2 раза подряд. Я хочу закрыть дверь, не называйте меня никем. Я только что почувствовал, что кто-то рисует меня, и, кстати, я моргнул и слегка удивился. А разве это не должно пугать людей, когда они пишут? Сестра, приготовьтесь. Мы собираемся вступить в секту. Каковы приготовления к вступлению в секту? И мы должны прорваться. Спасибо вам, брат, за то, что напомнили мне об этом. Вот что. Эта аура слишком сильная, не так ли? В своей прошлой жизни я была в Квазиземире, и я никогда не видела такого духовного места. Это пустяки. Постарайтесь почувствовать это более внимательно. Все в порядке. Казалось, что хрупкий барьер между небом и землей был разрушен одним ударом. Уровень самосовершенствования здесь определенно в сотни или 1000 раз выше, чем во внешнем мире. Может ли быть так, что холодное сердце культивировалось в этой среде в прошлой жизни? Неудивительно, что я не могу победить свою младшую сестру. Возможность вступить в мистическую секту — это наше благословение. И в будущем мы должны хорошо практиковаться. Спасибо тебе, брат, за твое учение. Учитель очень высокого мнения о тебе. Почему Лэн Цзунмэнь такой тихий? Почему ты даже не видел своего старшего брата? Учитель сказал, что наша туманная секта — это секта отшельников. Все ученики были повышены до уровня старейшин, и все ученики перешли на уровень старейшин. Насколько сильным должен быть этот фон? Более того, я все еще остаюсь второй ученицей патриарха. Ученик не претендует на роль учителя, но система вознаграждает его слишком щедро. Учитель проверяет экспресс-доставку, и подарочная упаковка для ученика успешно вскрыта. Поздравляю ведущего с разделением карты призыва Земли на 2 части и карты призыва Святого на 2 части. Поздравляю ведущего с окончательной сменой башни объекта секты. Скорость течения времени в 9-этажном фэнтези в 10 раз быстрее, чем во внешнем мире. Поздравляю ведущего с обретением магической силы трюков и возвращением 10 000 мечей секте. Поздравляю ведущего с обретением реинкарнации бессмертных священных писаний. Великим достижением бессмертной техники и бессмертием. Поздравляю хозяина с получением 10 тонн чая просветления, вытирая десятки тонн. Это чай просветления, а не листья большого дерева. Я использую его как воду для питья до наступления года обезьяны и луны, и я могу вознаградить своих учеников только в качестве благодеяния. После сохранения 4 карт Земли и 4 карт Святого, не потребуется много времени, чтобы заставить фею изменить башню и передать магическую силу из страны чудес для нового ученика. В секте была создана совершенная магическая башня высшего уровня. Вот это
Что же это за высшее наследие такое? Мастер, является ли эта башня каким-то экстремальным способом передвижения? Солдатам императора не нужно поднимать шум. Это самая совершенная магическая башня. После того, как монах войдет в нее, дух войдет в тайное царство, опасное царство, и телу вообще не будет причинен вред. Так что вам удобно потренировать свои руки, а телу нет. Телу не причинят вреда. Разве это не равносильно обладанию бессмертным телом, которое может создать место суда, игнорирующее законы жизни и смерти? Эти суперсекты во внешнем мире не смеют даже думать об этом. Нет никаких ограничений на вход учеников в башню, и они могут играть во все, что захотят. Дин обнаруживает потенциал звезды времени, и ученик появится рядом с обычным тайным царством через 7 дней. Хозяина просит подготовиться пораньше и отправиться принимать учеников. Прошло 7 дней, но еще рано. Давайте отложим это в сторону. У вас двоих есть тело меча, тайку и тело реинкарнации. Примените эту технику на практике. А через 7 дней следуйте за учителем в тайное царство правил и получите нового ученика. Волшебная страна на самом деле оказалась волшебной страной. Я ни разу в своей реинкарнации не видела настоящей страны чудес. Независимо от того, насколько велик шанс наследования Ленг-Си, он никогда не сможет превзойти волшебную страну. Мастер действительно поставил этот бесценный лайк, чтобы прислать мне такую же капусту. То, чему вы научились, это трюк в стране чудес. И учитель дает вам немного перекусить, чтобы вы могли подкрепиться. Здесь слишком много листьев чая просветления, а кусочек чая просветления из внешнего мира может заставить святого побить собаку. Учитель действительно часто хватал меня за руку. Это на ужин? У меня в системном хранилище скопилось целых 10 порций еды. И если я быстро не пересчитаю запасы, они заплесневеют. Если вы не понимаете, просто выпейте 2 кусочка чая и приступайте к тренировке. Ученик отсутствовал дома несколько дней. Не могли бы вы воспользоваться посланником, чтобы сообщить о мире вашей семье? Даже если что-то случилось, и люди боятся узнать о местонахождении секты, кто бы ни осмелился прийти и похоронить ее, не упоминайте об этом вскользь. Папа, ты даже представить себе не можешь, какие толстые бедра у твоей дочери. Брат, я вступила в секту. У меня все хорошо, и я могу ни о чем не беспокоиться. Добрые люди из моей семьи самосовершенствование — это очень тяжело, но почему я должен становиться сильнее? Чтобы защитить семью. Благодаря вам семья согреется в течение 4 сезонов. Приходите и спойте со мной боевую песню нашей семье, готовую исполнить его мечту. В чем же заключается смысл? Полит под дождем. Вытрите свои слезы, не бойтесь. По крайней мере, у нас все еще есть мечты. Предок Алюр написал, и он, должно быть, закрепился в секте Экскалибура. Я, Тенчен, когда собрание закончится, вы объявите о распуске. Брат, я вступила в секту, все в порядке, ты вступил в секту. Отлично, моя семья Етенфэй находится прямо за углом. Алюр, вы поклонялись мастеру секты меча. Трудно начать? А не сложно ли это? Брат, я дам вам немного пилюль линзы в другой раз, и я дам вам немного в прошлом. Брат, сестра, брат, я действительно поклонялась мастеру секты и проверила, что никаких таблеток вообще не существует. Не отдавайте их никому. В настоящее время в секте есть только 2 ученика. Мой старший брат и я, а все старшее поколение — старейшины. Без прохождения теста оба ученика и старшее поколение имеют право считаться старейшинами. Это и есть секта Экскалибура. Неужели вас обманули? Брат, по правде говоря, я вступила в секту мистиков. Это мистическая секта. Что это за секта горных фазанов? Я призываю вас обратиться в секту Экскалибура. Вы были похищены лжецом. Вы должны немедленно вернуться ко мне. Конференция учеников секты Экскалибур еще не закончилась, и возвращаться все еще слишком поздно. Брат, ты не имеешь права говорить, что мистическая секта нехороша. Мистическая секта — отшельница. Великий мастер дал мне деньги и чай для просветления. Вы также верите мне в бессмыслицу чая просветления, наличными, который обманывает рассеянных детей. И я прошу вас немедленно вернуться ко мне, но вы не вернетесь. Через некоторое время я удивлю вас в тайном царстве правил. Повесьте трубку. Гений, с которым моя семья никогда раньше не сталкивалась, был подвергнут промыванию мозгов сектой лжецов. Предок Цинчен был похищен сектой под названием «Туманная секта» и подвергся промыванию мозгов. Что вы сказали? Я дал деньги. Попросил предка вычислить координаты талисмана связи, который позволил вам следовать за очарованием. Разве вы не следуете за ним? Все в порядке. Очарование быть обманутым исчезло. Вы злитесь на меня. Если что-то случится с очарованием, не вините в этом предка. Я нашел это для вас.
Позвольте мне отправиться с вами в горы долины хаоса. Нет, предок, в этом нет ничего особенного. Во всей секте есть только 2 ученика, и они определенно не в потоке. Сяо Цзунмэнь, меня вполне достаточно, чтобы справиться с вами. Просто ждите моих новостей дома. Что происходит? Разве глава семьи Е не является вершиной Линьхая, когда он попал в царство космоса? И кажется, что он летит не так уверенно, как только что Я Чиншен скрывал свою базу совершенствования на протяжении многих лет. Неудивительно, что семья Е так уверена в том, что они делают. Оказывается, 6-й старик полагается на него. Так что же они делают, торопишься? Может ли быть так, что с семьей Е что-то случилось? Добрый Е Чиншен не ожидал, что вы будете скрывать свою базу культивирования. А как насчет скрытого культивирования? Предок нашей семьи, Сун, вот-вот прорвется через сферу концентрации. Я думаю, вы не знаете. Каким чудесным должно быть ваше лицо, когда вы увидите наших предков в духовном царстве? Просто мысль об этом вызывает волнение. Сестра, вернись, брат, пожалуйста. Ты вернешься или нет? Не заставляй меня сердиться. Брат просто ужасен, когда злится. Когда придет время, мой отец пойдет и поднимет вашу секту на ноги. Хотите верьте, хотите нет, но моя сестра вышла, а я уже подошел к воротам туманной секты. Если вы не выйдете, не вините меня за то, что я вломился сюда и устроил неприятности позже. Не надо показывать вам свое лицо. Оказалось, что это 8 небес рядом с морем. Такая среда для культивирования действительно обладает огромной силой. Хотя я практиковался 1,5 ночи. Большую часть своего времени я потратил на изучение культивирования бессмертной сутры о перевоплощении. И самое большее на это ушло полдня. Что сделала, я внезапно прорвалась сквозь 2 маленьких царства. Можно видеть, насколько ужасающей является обстановка в туманной секте. Если вы не выйдете, подождите минутку, не вините меня за то, что я вломился сюда, устроил неприятности и не показал вам своего лица. Я никак не ожидала, что мой брат приедет сюда лично. Не будьте импульсивны, иначе вы действительно прорветесь через горные врата. Учитель обвинял меня и даже не знал, как оправдаться. Брат, не будь таким импульсивным, я сейчас же уйду. Брат, почему ты здесь? Брат, сестренка, на что ты смотришь? На мне есть цветы? К счастью, он не пострадал. Быстро возвращайтесь ко мне. Брат, я не могу пойти. Я являюсь ученицей мистической секты и не могу покинуть ее без разрешения. Вы так злы на меня! Мистическая секта, не так ли? Ну что же, если это так, то я хотел бы посмотреть, насколько отличается Пяо Ядзун от других, и это может вас очаровать. Брат, вы не можете вторгаться на территорию секты, иначе я не смогу объяснить это мастеру. Ха-ха, скажите мне хоть слово. Остановите моего брата, если у вас есть возможность. Если вы снова вломитесь ко мне, не вините мою сестру, я сделаю это. Ну что же, для распавшейся секты, как вы смеете так поступать со мной? Сегодня я должен ликвидировать эту секту, хотя я заметил, что моя сестра прорвалась, независимо от того, как она прорвалась, это также было царство моря духов. А я был существованием 4 небес из царственного небесного царства. Даже не напрягая все свои силы какое-то время, он не мог удержаться от крика. Брат, не мог бы ты перестать создавать проблемы? Если ты действительно хочешь это увидеть, просто будь честен, я подожду, пока вернусь и отчитаюсь перед мастером. И мастер согласится, прежде чем я смогу впустить тебя. Да, боевая эффективность становится все выше и выше. Давайте посмотрим, сможете ли вы остановить меня сегодня. Все кончено. Как я могу потом признать себя виновной? В конце концов, другая сторона мой брат. И я не могу по-настоящему использовать это. Сражайтесь по-настоящему. Это что, волшебная страна? Я еще не установил систему защиты гор, так что кто-то использовал туманную секту в качестве туалета, чтобы проникнуть в настоящую страну. Какие кошки и собаки могут дотронуться до нее до смерти? О каком уровне принуждения идет речь? Может ли быть так, что он является патриархом туманной секты? Все кончено, моя семья Е будет уничтожена. Кто вы такой? Осмелитесь посягнуть на моего неземного учителя? Это брат ученика. Если ученик виновен, пустите его брата в секту без разрешения и попросите учителя наказать его. Не вините моего брата. Старший патриарх прощает младшую сестру за то, что она столкнулась с вратами бессмертия и хочет убить меня, пожалуйста.
Простите мою сестру за то, что она оказалась ученицей. А его брат — это как расставание с жизнью и смертью. Неужели это сиденье такое жесткое? Если вы брат Алюра, то я прощаю вас за вашу невинность. И если это случится в следующий раз, никогда не прощайте меня легкомысленно. Спасибо вам, старший патриарх, за вашу великую доброту. Теперь, когда вы здесь, давайте пройдем в зал и поговорим об этом. Ваш предок пришел издалека, и немного грубого чая — это не дань уважения. Пожалуйста, поблагодарите своих предшественников за то, что они давали чай. Черт возьми, здесь есть 2 кусочка чая просветления. Это легендарный чай просветления, который может вызывать кровавые бури. Этот сюзерен на самом деле использовал его в качестве желанного чая грубого помола. Какой ужасающий фон прорвался наружу. И я прорвался. Брат, обратите внимание на свой имидж, сестра. Что с вами не так? Если у вас болит горло, передайте свою чашку вашему брату. Добрый человек. Этого человека действительно не видно. Теперь, когда ваш брат здесь, проведите его по комнате, чтобы успокоить. Спасибо вам, мастер. Сестра, в этом месте действительно обитают боги. По сравнению с духовными жилами семьи Е, это просто вонючая канава. Я не знаю, кто только что кричал снаружи, призывая свергнуть эту распавшуюся секту. Маленькая девочка сказала несколько слов. Не позволяйте патриарху услышать это. В будущем вы должны хорошо служить хозяину здесь. Мы полагаемся на вас в том, что касается зеленого дыма из могилы семьи Е. Я знаю это. Хе-хе, хорошая сестренка. Брат показывает тебе ребенка. Бери его скорее. Это специально для тебя приготовил мой брат, который только что не захотел его жевать. Брат, возьми свои слова обратно. Я не буду есть тебя, глупая девочка. Это чай просветления. Тебе не нравится слюна твоего брата. Дело не в отвращении, а в том, что оно действительно у меня есть. Хозяин дал мне болото в форме мешка. Я сохранил 6 штук в качестве семейных реликвий. Глава семьи лично отправил целое поколение патриархов воспитывать мою сестру в качестве невестки. Ну что же, здравствуйте, хорошая коллекция. Не отдавайте кому-то полку вперед. Лючан оставляет ее себе и возвращается. Чтобы замочить воду для предка, брат, ты можешь перестать быть таким убогим. Сестра, что вы делаете? Брат? Это мой брат. Это мой брат. Линь Фан оказалось, что брат Е видел это, но не осмелился. После того, как Е Чиншен встретил Линь Дарою, пожалуйста, позаботься о моей сестре. Я не могу прийти, не могу прийти, не могу прийти. Хорошо, брат, давай начнем сначала. Учитывая, что патриарх старший Гуйцзун только что родился, я боюсь, что Сяо Сяо будет мешать мне общаться с внешним миром. Хотя семья Е не является верховным правителем, они также готовы пройти через огонь и воду ради туманной секты, и я умоляю своих предшественников принять моего Е. Семья как вассальная сила. Мы обнаружили, что ВНФ — это семейный стол, которого нужно придерживаться. Пожалуйста, разместите урожай дома для вассальных сил. Наградите формирование желтой реки Цуцу, систему защиты гор, которую могут уничтожить даже бессмертные. Это волна щедра. Но вы должны дать немного сладости младшему брату, что в этом хорошего. У патриарха Е есть сердце. В таком случае секта разрешила мне это. Мистической секте не нужно, чтобы вы атаковали хотя бы один камень духа. Напротив,
Эта секта предоставит вам место для дальнейшего изучения в семье Е, и вы можете отправить одного человека в мою секту для практики, не для поклонения, а для размещения места для дальнейшего изучения. Возможность подвести пол в такой волшебной стране — это благословение на 8 жизней вперед. Старший патриарх, является ли это средством борьбы с бедностью? Да, Е Чиншен принес небесную клятву от имени семьи Е. С этого момента Е Цзишин является членом туманной секты, а смерть — это призрак туманной секты. Если у вас есть два сердца, небо и земля будут уничтожены. Динь, поздравляю ведущего с выполнением задания. Формация желтой реки Дзюцу была распределена очень хорошо. Выберите кого-нибудь, кто отправит это как можно скорее после того, как вы вернетесь. Секта благодарна патриарху и его подчиненным за милость уйти на покой. Брат, ты собираешься выбрать, на кого тебе учиться? Троюродный брат и шестиюродная сестра оба очень талантливы. Почему бы тебе не позволить им приехать? Это пустая трата времени. Давать этим маленьким ублюдкам такой шанс сразиться с небом. Когда вы будете знать, кого планируете пригласить к себе? Брат, сделайте еще один шаг вперед. Вы здесь хорошо тренируетесь, не сердите патриарха. Предок. Ваш старик застрял в узком месте на столько лет. Но на этот раз я нашел вам хорошую работу. Идите в туманную секту работать учителем. Мастер на все руки, ты всегда можешь повеселиться. Алюр, ты, ублюдок, проиграл в первый же день в нашей семье. Предок успокоил свой гнев. А как насчет культивирования Алюра в туманной секте? Предок, давайте отправим это в семью Е. Я не только обогатил семью в туманной секте, но и попросил предоставить мне несравненную возможность. 1. Места для дальнейшего обучения, места для дальнейшего образования. В мире есть такая хорошая вещь. Кого вы собираетесь отправить? Конечно же, это вы. Вы застряли на 9 небесах Юкона на сотни лет. И если вы не прорветесь, ваше долголетие иссякнет. Позвольте мне, старику, который вот-вот ступит на землю, отправиться учиться. Патриарх может спросить меня об этом. Патриарх сказал анонимно, что для любого человека это одно и то же. Пойти, завернуть это или съесть. Поторопитесь и соберите свои вещи. Хорошо, я собираюсь все убрать. Ваша семья. Предки и прародительницы благословляют моего бога. Вдохните эту концентрацию ауры и смотрите на меня в уединении в течение 10 лет. Чон Шен Чен не обманет моих предков. Предков очарования я здесь для дальнейшего изучения. Эта колонна сделана из ванбанского теплого нефрита. Когда вы подметаете здесь пол, даже пыль является сокровищем неба и земли. Глупцы из внешнего мира на самом деле смеялись над моими достойными предками за то, что они были разнорабочими. Они знали толк в пердежах и дали мне титул святого владыки святой земли. И я бы этого не изменил. Я запаниковал. Старик застрял в бутылочном горлышке на 300 лет. И после нескольких дней отдыха он действительно прорвался на второе небо царства концентрации. Старый раб Едзюнлинь опустился на колени, чтобы поблагодарить патриарха за его доброту. Дети могут научить вас подметать пол и вытирать стол. Будьте прилежны и не жалуйтесь. Секта назначит вас старшим мастером на все руки. И мастер на все руки секты будет в вашем подчинении в будущем. Этот старик слишком занят. По 10 часов в день он подметает землю. И не дает ему никакого плана, я думаю, капиталист заплачет, когда увидит это. Это патриарх все. Старый раб Лун Йен, должно быть, выкрасил туалет туманной секты ярче, чем бронзовое зеркало. На этот раз тайным царством правит Линь Фань Цэньчен, и войти в него может любой желающий моложе 30 лет. Как соученики, не забывайте заботиться друг о друге и не рубите на куски престижных учеников моей туманной секты. Выполняйте приказы учителя. Братья и сестры, мои 7 последовательных прорывов в области искусства уже достигли 7-го небесного уровня. Когда дело доходит до тайного царства, брату приходится во многом полагаться на меня. Младшая сестра чрезвычайно талантлива, а младший брат только что преодолел 9 слоев имперского неба, 9 небесных сфер. Я уйду. Я достойна того, чтобы стать непобедимым боссом через 10 тысяч лет. Я взяла пакет опыта 9-й реинкарнации и фактически подарила ему 2 маленьких царства. Сестра-извращенка, не волнуйтесь, даже если там будет море мечей, брат защитит вас. Это военный корабль сверхдержавной секты в Фейте. И на нем должен находиться несравненный демон Юньфиян. Внутри красочного драконьего дворца в Удзедзуне его определенно сопровождает самый сильный гений старейшина Удзедзуна. Эта пышность просто ужасает. Прибамбасы и свистульки, такие вещи как дзялун, следует тушить на пару и использовать для того, чтобы тащить тележку, а это пустая трата денег. В другой раз, когда я стану учителем, я приготовлю для вас 2 рагу, чтобы пополнить ваш организм. Спасибо вам, учитель, но где же здесь тот деревенщина, который может не только похвастаться, но и съесть дракона? Почему бы вам не разнести небо вдребезги? О чем вы говорите? Мой учитель сказал, что дракон обязательно разобьется. 2 моих учеников теперь защищают меня более серьезно, чем я сам. Ну что же, Линь Фан, до того, как откроется тайное царство очарования, еще есть время. И ты останешься здесь в качестве учителя, а потом вернешься в Гун, чтобы отправить мастера. Это старший брат, который сокрушил пустоту. Я только что высмеял супербосса.
Это лакей Чжэньбэя Вана. Теперь вы, господин, наконец-то не можете смириться с изменой. Мужун, Вэй-Вэй, ты, желтоволосая девушка, с 3 небес небесного царства. Но ты не слишком смелая. Перестань нести чушь. Ему нельзя позволить войти в тайное царство живым, чтобы убить 2 медитирующих существ. Джанбэй Ван действительно уважает моих предков. Время вышло. Идите к моему сильному психическому расстройству. Моя психоделическая игла. Это наставник, который спасает мне жизнь в тайном царстве. Он долго не протянет, гоняясь за мошенничеством. Это пожилая леди, которая к тому же еще и путешественница с высокотехнологичной планеты. В романе героиня путешествует по ней, либо сталкиваясь с властным и несравненным мастером в начале, либо брат с бакенбардами номер 1 в мире извиняется. Как так вышло, что теперь моя очередь? Неужели все эти ужасные низкоголовые мужчины мертвы? Я больше не верю в любовные романы. Познакомьтесь с принцем. Пустошь не может поймать даже девушку, так что принимайте свое собственное решение, мой господин мастер Лю, что вы делаете, стоя на коленях на земле. Четыре медитативных состояния. Кажется, что король Джэньбэй не может остановиться. Девочка, от которой ты не можешь убежать, не может продолжать тянуть время. Сюаньву Чэнько. А как насчет предков? Ты можешь поторопиться. Да-да, как только вы покажете свою истинную силу, я боюсь, что вы не сможете помочь себе после того, как достигнете тайного царства. Если противник тоже из рода короля города, то предку действительно нужно использовать всю свою силу. Кто такое ваше превосходительство? Я также прошу ваше превосходительство не вмешиваться в мои дела. Царство странников, царское царство тройственная небесная природа, врожденная дао неполноценна, и неполная ритма дао может быть заполнена, чтобы активировать полный потенциал тела врожденного дао. 10 звезд оказались траверсером или врожденным даосским телом. Неплохо, неплохо, девочка. Я наблюдаю, как твой интан чернеет. Боюсь, это будет признаком великого зла. Не хотите ли вы почитать меня как учителя и позволить мне разрешить этот кризис за вас? Кто этот человек, который здесь принимает учеников? Нет ли у вас провала в мозгу? О, кстати, я забыл сообщить о себе. Это место принадлежит патриарху Туманной секты в 108-м поколении. Если вы почитаете меня как учителя, я могу помочь вам убрать этот мелкий мусор. Мы и есть мелкий мусор. Неужели люди из секты Мисти настолько сильны? Даже не обращайте внимания на состояние концентрации. Может ли быть так, что мой властный хозяин наконец-то появился? А как насчет предков? Он хочет взять меня в ученики? Должен ли я дать обещание друг другу? Это нелегко. Предок, я не могу видеть его насквозь, вы можете разобраться в этом сами. Если вы поклоняетесь великому мастеру, разве это не было бы хорошей идеей? Даже если это не сработает, непосредственная проблема, по крайней мере, будет решена. Возможно, в городе есть могущественный мастер и король-феодал. Возможно, не осмелится восстать. А в романах это, как правило, большие парни и главные герои мужчины. И как только они начинают скучать по этому, они начинают скучать по-настоящему. Поклоняетесь вы или нет? Поклоняетесь вы или нет? Я ухожу. Я поклоняюсь учителю, мне поклоняются ученики, я высокомерен, мы с вами умрем. Прибыл ученик Дзинсюана, Шутан даже не почувствовал изменения ауры, и его сила по-прежнему была на пределе. Вашему превосходительству не рекомендуется видеть кровь при приеме учеников сегодня. Можно ли оставить этот вопрос без внимания? Ваше превосходительство слишком самонадеянны. Давайте посмотрим, сколько у вас фунтов. Боже мой, одним щелчком пальца вы даже не ослабили силу принуждения, это заняло несколько секунд. 4 девочки на ранней стадии концентрации. Вы слишком властно держите Тангтянь за ноги. Согласно женскому роману «Мастер секса с мечой», если вы хотите, чтобы в следующий раз я случайно увидела, как я принимаю ванну ради моей обиженной любви, я не могу порвать это и, наконец, подарить им милую маленькую сумочку.
О, мне так стыдно. О чем вы только думаете? Вы так странно смеетесь. Давайте пойдем, я отведу вас повидаться с вашими братьями и сестрами. А да, господин. Хозяин. Ну что же, это Мужун Инло, новый ученик учителя, он твой брат, Линь Фань, он твоя старшая сестра. Это Яцинчен. Когда откроется тайное царство, вы трое должны заботиться друг о друге. Не игнорируйте добро и зло. Сестренка, эта юбка слишком личное дело каждого. И я полон решимости стать вершиной мастерства в кендо. Как можно испортить красоту? Кеншин, этот кру идеален. Чтобы попасть в тайное царство, вы должны спросить младшую сестру, есть ли ссылка на покупку. Я также сделала набор, чтобы показать его мастеру Линьфану. Но брат Линьфан склонил голову и не осмелился взглянуть на него. Я определенно являюсь лучшим солдатом-пикапером в конфигурации. Старшая сестра Люк такая красивая, разве типичный мастер набора «Белый лунный свет» не имел бы о нем представления? Подготовка сценария, домашние драки завершена. Тайное царство правил открыто. И тайная территория учеников опасна, оставляя след дыхания для учителя. Сотрясая это дыхание кризисом жизни и смерти, и сам учитель спасет друг друга. Спасибо вам, учитель, брат Ли, брат Джао. Нам лучше сравнить, кто первым уничтожит долину святых глубоко в тайном царстве. Брат Джао, как вы думаете, я уничтожу всех врагов на этот день? И приходите за мной, если у меня есть возможность наступать на слабых и притворяться, что меня принуждают. По-настоящему сильный всегда говорит мечом. Младшие братья и сестры, давайте тоже пойдем. Мы не должны позволить этим прыгающим клоунам захватить внимание мастера, броситься на него и сделать недовольное лицо, нарушив простые правила, тайные царства и даже святые места. Имея столько свободного времени, я мог бы с таким же успехом съездить в город послушать музыку. Драки и убийства утомляют. А повседневная жизнь гангстера высокого уровня должна быть такой неприхотливой и скучной. Ученики усердно работают в качестве учителей и оказывают вам духовную поддержку извне. Боже мой, это зверь уровня повелителя позднего юконского периода, и один меч может дать несколько секунд. Может ли быть так, что 3 лучших гения сделали свой ход? Я только что слышал, как женщина позвала его, брат Линьфан. Что это за люди, которые, по-видимому, принадлежат к туманной секте? Туманная секта? Какая чудовищная секта появилась из укромных уголков и трещин? На этот раз тайный мир вот-вот изменится. У 2 старших сестер Тяньлинга в общей сложности 360 граммов, и мы втроем делим это поровну, по 120 граммов на человека. Брат, только что ты разгадал всех свирепых зверей позднего японского периода. Дай мне меньше. Это был брат Линьфан, и я легко разделал несколько разных рыб. Вы берете большую голову, а мы с Алурвом можем взять маленькую. 2 старшие сестры, давайте вместе покинем туманную секту. Поскольку мы, команда, естественно, разделить осенние краски поровну. Мастер, даже экстремальное оружие, унаследованное от земли, разбрасывается небрежно. Что такое всего лишь несколько сотен мастеров небесных духов? Структура нашей туманной секты должна быть раскрыта. Быстро уберите вещи по 120 штук на человека. Спасибо тебе, брат. Брат такой добрый. Ха-ха-ха. Конечно же, вот он, Шао Ритянь, первый гений Удзидзуна, обладающий телом великого солнца. Передайте мне плод небесного духа. Небесные, материальные и земные сокровища. Кто бы ни получил их первым, зачем отдавать их вам? Ха-ха, не смейте отказываться, смерть не единственный благородный поступок вашего муравья. Но эти 2 женщины прекрасны по рождению, и вы обе готовы отдаться мне в качестве личных слуг. Если после этого вы сделаете меня счастливым, я могу спасти вам жизнь и провести вас в тайное царство. Ба, чушь собачья, даже вы заслуживаете того, чтобы вас называли величайшим гением. Вам действительно не везет? Откуда это взялось? Человек, живущий на дне Пуксина, вызывает отвращение у этой девушки. Те, кто ведет себя бесстыдно, говорит безумные слова и оскорбляет младших сестер нашей армии, будут убиты. Ха-ха-ха. Поскольку вы спешите найти смерть, тогда осознайте, что вы также являетесь 9 небесами неба, и ваши 9 небес неба слишком далеки от ничего, верно? Тогда позвольте мне узнать, сколько у вас, как у главного гения, кошечек. 2-я сестра, 3-я сестра, отойдите на некоторое время назад, дайте мне попробовать перед ним. Отойдите в сторону. Старший брат хочет быть красивым сам по себе, но это невозможно. В тайном царстве так много сокровищ, ожидающих своего поиска, и кнут заканчивается рано, и предки первых агентов используют свою силу, чтобы быстро принять решение.
Маленькая девочка наконец-то позволила своему предку выйти подышать свежим воздухом. Увидев своего предка, я играю с этой черепахой внуком, а цветы становятся все более очаровательными. В чем дело? Ничего не видно. Черт возьми, что же это за бессмертное образование такое? Есть что-то вроде ловца драконов, который в одиночку сражается с боевыми искусствами квази-метрополии. Движение здесь только что было ужасно, как будто небо разваливалось на части. Это должно быть бесподобная борьба за власть. Будьте осторожны, чтобы вас не поймали рыбы в бассейне. Посмотрите, перед вами большая яма, и кажется, в ней кто-то есть. Боже мой, это платье, это пластинка, это первый день секты Фейтень. Мой друг Даос Чжао Ритянь, у которого великолепное солнечное тело. Что это за секта Фейтень? Это сумка для хранения и пространственное кольцо первого дня у Цзицуна. В ней должно быть бесчисленное множество лучших духовных камней и упражнений. Но если у Цзун знает, что он умрет, смелые будут голодать до смерти, а робкие будут разделены поровну. Гом, возьми это и беги. Кто может знать наверняка? Боже мой, это труп. Не убивайте меня, мастер Джао, сохраните мне жизнь. Я здесь для того, чтобы упаковать ваши вещи. Но на самом деле я здесь не для того, чтобы что-то забрать. Уцзидзун, вы уже предприняли много шагов, чтобы добиться справедливости для меня. И я был действительно ошеломлен. Разбогатейте, разбогатейте. Брат Чжао, спасибо вам за ваше наследство. Когда это тайное царство закончится, я вернусь в Шаньдун, чтобы повидаться со своей женой и дочерью, которых я не видел много лет. С этого момента я буду воскуривать для вас благовония каждый день, и осмелюсь придумать что угодно. Можете ли вы прикоснуться к вещам моего брата? Вот это брат Чжао Ритянь. Убийца был настолько жесток, что у него оторвало половину тела. Посланник сказал, что это сделала мистическая секта. Независимо от того, что он сказал, мистическая секта немедленно созвала всех учеников секты Тайного Царства Удзи, чтобы убить Орден, и все Тайное Царство прислушалось к приказу. Любой, кто сможет указать местонахождение 3 членов Туманной секты или сообща убить их, получит все сокровища Туманной секты. Моя секта Удзи дарит дополнительно 100 тысяч лучших камней духа. Конечно же, Дао Юшень был прав. Возможности и риск сосуществуют. Я не могу умереть. У меня все еще есть жена и дочь. Я собираюсь прокипятить его до выхода, снова открыть и вернуться, а свою жену и дочь доверить Шэнь Dabою. 100 тысяч лучших камней духа убили их, и плоды небесного духа на них тоже принадлежат нам. Давайте пойдем вместе. Их духовная сила почти исчерпана. Это группа муравьев, которые не знают, жить им или умереть. Их много. Зачем продолжать преследовать нас, как бешеных собак? Не убивайте меня, не убивайте меня. Это Уцзидзун. Уцзидзун издал приказ об убийстве вас по высшему разряду. Они предложили награду в размере 100 тысяч лучших камней духа. И сказали, что у вас есть бесчисленное множество плодов небесного духа, если вы убьете себя или укажете местоположение. Вы можете получить награду. Все здесь собрались за наградой. Это отвратительно. Оказалось, что Уцзидзун что-то замышлял у него за спиной. Неудивительно, что эта группа случайных культиваторов сошла с ума. Оказалось, что это был Уцзидзун. Неудивительно, что в наши дни, куда бы он ни пошел, у него всегда есть хвост, как у мухи. Я действительно думал, что награду за Уцзидзуна так легко получить. Это правда, что наша туманная секта находится в затруднительном положении. Брат, за нами гонится все больше и больше людей. И мы превратились из команды из десятков человек в команду из сотен. Давайте отправимся прямо в Сент-Вэлли. Если вы опоздаете, вас неизбежно поймают первым. И эти люди не смогут от вас избавиться. От них, как от бешеных собак. Награбленное было тщательно обыскано, в отличие от моей достойной принцессы. Но сейчас она одета как нищая старейшина. Но ощущение от обыска аудитории действительно классное. Учитель прав. Вы не должны чувствовать себя опустошенным, когда вы ходите на улицу. Не волнуйтесь. Даже их подошвы не должны остаться нетронутыми. Все трое из туманной секты уже здесь. Скоро придут, черт возьми. Это всего лишь голос. И так много людей ходят и преследуют друг друга. Тогда предоставьте Вудзуну получить награду и убить. Впервые в своей жизни я так радостно гонялся за ними. И мне посчастливилось поймать 2 лучших самок-культиваторов сегодня вечером. Девочка, не паникуй. Говорю тебе, брат, беги к Черной горе, которая перед тобой. Это территория клана демонов-быков. Демон-бык самый высокий, но вершина неба не представляет для тебя угрозы. Давайте пройдем прямо через нее. Но группа преследователей позади нас должна сначала спуститься в мутные воды демона-быка. Брат, бегите к Черной горе, которая находится впереди слева. Это территория клана демонов-быков, и они являются вершиной неба. Давайте пройдем прямо через нее как раз вовремя, чтобы вести этих бешеных псов в логово демонов-коров. 2 мои младшие сестры внимательно следили за мной.
Король, простите меня, я действительно не специально вломился на территорию. Я вломился по ошибке. Пожалуйста, отпустите меня. От вас, людей, действительно много хлопот. Я прихожу сюда только раз в 10 лет, чтобы принести зуб в жертву племени. Это первые несколько таких случаев. Патриарх Хуэй, в этом году это 98-й случай, и только 98 пробок недостаточно. Сначала приготовьте его, а братья пусть выйдут и поймают еще несколько штук. Патриарх, есть люди, снова придет с неба. Лишь 3 из них недостаточно для того патриарх клана. Но взглянув на дыхание, они не похожи на это. Нюву поднялся наверх со своим кланом и выбил дверь. Следующий игрок — демон-бык. Мы проникли на территорию демона-быка. Они собираются преградить нам путь. 2 старшие сестры внимательно следили за мной и старались изо всех сил. Старейшины клана Инлуншоу, похоже, вот так просто сбежали. И никто не остановил их, когда они убегали. Эти скользкие человеческие патриархи, почему здесь так много людей? Они ведь не напали на нас, не так ли? Клан поймал нескольких человек и сварил из них суп. Что касается отправки 10 тысяч человек, чтобы отомстить патриарх, то это бесчисленное множество людей. Чепуха, по крайней мере, десятки тысяч людей должны были прийти, чтобы отомстить. Патриарх, давайте бороться, сражаться и убегать. У руководителя группы нет другого выхода. Учитель мутировал и скоро умрет. Он все равно мертв. Братья сражаются вместе. Может быть, им удастся убить живого. Это братья из клана демонов. Не поощряйте его убивать их и делить сокровища. Я слышал, что в читах есть банши, так что я просто попробовал это сделать. Это был огромный массив, оставленный святым, который преградил всем путь. Не будет ли трудно прорваться сквозь строй мудрецов? А почему бы мне не пробить дыру своим ловцом драконов? Сестра, подождите минутку, я уже видела это образование раньше, следуйте за мной внимательно. Вот это. Как такое возможно? Может быть, я ослеплен. Как они проникли внутрь? Это абсолютно невозможно. Брат Юньфэйфан даже не заходил внутрь. Подождите, это, кажется, та троица из туманной секты, которая убила Чжао Ритеня. Это действительно те 10 тысяч воинов, которые преследовали их? Может ли быть так, что они уничтожили все десятки тысяч охотников? Посмотрите, как они начинают понимать, не слишком ли быстро это происходит. Неужели мистическая секта взрастила 3? 3 главных злодеев? Это невозможно найти, как это может быть так быстро. Должно быть, фальшивый запрет был снят. Это продолжение меча. Во-первых, магическая сила трюков, техника Великой Пустоты, быстро схватите ее и верните магическую силу трюков обратно. Брат, здесь слишком много людей. Почему бы вам быстро не раздавить нефритовый талисман и не сообщить об этом мастеру? Нет, у этой группы местных кур и собак даже нет состояния сосредоточенности. Если мастер Яо будет вынужден обратиться за помощью к этой группе отбросов общества, мне, Линьфану, будет слишком неловко оказаться замешанным в этом будущем. Брат, которого не называют мастером, как мы можем остановить эти тысячи людей? Вы двое отойдите на шаг назад. Сегодня я исполнил трюк, который передал мне мастер. Брат, есть разные хитрости. Принесите меч. Какой меч он называет? Принесите меч. Ха-ха-ха. Я был потрясен. Я думал, что это какая-то удивительная сверхъестественная сила, но оказалось, что это прыгающий клоун, который может только преуспевать. Не блефует ли это с целью напугать их, а затем воспользоваться возможностью сбежать? Но как эти десятки тысяч людей могли испугаться голоса? Похоже, что кровопролитная битва все еще продолжается. Мой меч? Почему он дрожит? Остановитесь. Это меч Сюаньзе, который я только что купил? Что это за сверхъестественная сила?
Наконец-то я смог использовать этот трюк. Талант, который приходит вместе с древней Евхаристией, в сочетании с трюками и магическими способностями, которым научил меня мастер. Я вижу, как вы можете заблокировать возвращение 10 тысяч мечей в секту. Заблокируйте это для меня. Почему это определенно не та энергия, которую может излучать Юкан Мирара? Помогите! Хотя эта атака на большой площади легкая и ледяная, она не может убить тех, кто действительно силен. Если вы сейчас не убежите, то когда же вы останетесь? Младшая сестра шла, повернувшись спиной к пейзажу. Волшебная сила трюков — это, безусловно, волшебная сила трюков. Брат Юн, как насчет того, чтобы объединить усилия? У них есть 2 особых навыка и сверхъестественные способности. Давайте добавим 1 к 2 основным навыкам. Неожиданно Юнь Фиан столкнулся с такой жесткой щетиной в первый раз, когда попал в аварию, и объединил усилия, чтобы разбить ее вдребезги. Брат Ван Дуань. Мы все эти дни бегали вокруг да около, охотясь за сокровищами и убивая людей, за которыми мы гоняемся, жневье за жневьем по сути, оскорбляя все крупные силы на близлежащей земле Кюсю. Не вызовет ли это больших проблем у секты? Несмотря на то, что это убийство является решающим и достаточно хладнокровным, чтобы взлететь на воздух, если сверхдержаву спровоцирует на ответные действия против мастера. Если его старик не сможет этого вынести, династии лучше последовать его примеру. На этот раз все получилось слишком здорово. Сестра, вы помещаете сердце в желудок, давайте создадим эфирную посылку, более мощную, чем вы можете себе представить. В секте спрятано так много суперстарейшин, что их можно отодвинуть в сторону на неделю. Кроме того, они сначала отняли у нас духовный плод, а потом позарились на наши магические способности. Если мы покорно отдадим его, не будет ли это позором для учителя и секты? Я лучше всех знаю характер учителя. Старик всегда оправдывается и никогда не позволяет, чтобы на нас влияли малейшие обиды. Вау. Оказывается, история нашей секты настолько ужасающая, что неудивительно, что мастер может давать трюки и магические способности по своему желанию. Когда я вернусь в секту в будущем, я должна вести себя хорошо и крепко держать своего мастера за бедра. Они появились и бросились на нас. Не позволяйте им убежать. Старейшины секты охраняли снаружи и вынудили их выйти. Братья и сестры, они действительно устроили засаду на выходе. Не торопитесь уходить на одном дыхании. Наконец-то я вышел. Эти бешеные псы действительно такие. Каждый день представители королевского уровня принуждали старейшин. Это значит, что они не только убили брата Джао Ритыня в тайном царстве, но и убили большинство учеников нашей секты. Они также обладали 2 наборами магических способностей. И 2 наборами магических способностей же. Боже мой, если 3 суперсекты наберут силу, они определенно смогут доминировать на древнем континенте. Прежде чем с этими 3 молодыми людьми было покончено, появились старейшины Небесного Царства. А после того, как они перекрыли дорогу, появились десятки тысяч преследующих солдат. И было трудно летать. Черт возьми, на самом деле это окружение 3 королей. Такое существование может превратить нас в пепел одним лишь дыханием. Это не должно быть открыто, и время должно быть отсрочено. Ресурсы на секретной территории по своей сути не имеют хозяев, и они всегда распределялись в порядке живой очереди. Жизнь и смерть имеют свою собственную судьбу. Дорогие старшеклассники, как хозяин Небесного Царства, столь вдохновляющий и преграждающий путь молодому поколению, ты не боишься рассмешить весь мир. Вы убили сильнейшего гения моей секты и спросили о причине. Поэтому вы немедленно связали себе руки и вернулись со мной в прими наказания. И сказал: брат, подожди минутку. Они также убили многих учеников моей секты Тайхэ и передали их моей секте Тайхэ, чтобы забрать их отсюда. Только 2 из нас пострадали. Может ли быть так, что мой ученик из секты Фейтинг погиб напрасно? Люди должны следовать за мной. В таком случае лучше вернуть людей в мою секту Удзи, и 2 даоса пойдут со мной. Как разделить это? Мы обсудим отдельно, как это может быть так хорошо. Очевидно, что именно ваши ученики похищают сокровища без всякой причины, поэтому мы защищаем себя. Как старейшины суперсекты, не слишком ли вы разделяетесь между добром и злом? Другие просто хотят получить сокровища. Разве вы просто не отдаете их покорно? Но вы убили так много людей, и вы смеете утверждать, что вы правы. Очевидно, что вы можете сначала отдать все дела и попросить нас восстановить справедливость. Мы накажем наших учеников. Но убийство ни в коем случае не является веской причиной. Одна жертва признана виновной. В связи с тем, что другие люди ограбили меня, я должна просить справедливости обеими руками. Это человеческий разговор. Вы, ребята, слишком бесстыдны, не так ли? Лишая нас разума, наше сопротивление становится тяжким преступлением. Ни в коем случае не показывайте мою туманную секту в ваших глазах, хорошо? Туманная секта осмеливается говорить о мусорной секте кошек и собак.
Прекратите нести чушь и подождите, пока я вернусь в зал уголовного права, чтобы не спеша вынести решение и подготовиться к тому, чтобы вызвать дыхание учителя. А кто сказал, что я туманный и никчемный человек? Мастер. Я знал, что мастер никогда не допустит, чтобы мы страдали от малейшей обиды, и сверхъестественные силы Небесного Царства будут разрушены одним предложением. Вы кто вы такой? Я патриарх туманной секты. Место Чэнь Сюаня снова спрашивает, кто только что сказал, что моя туманная секта мусор? Учитель, то, что он сказал, совпадает с тем, что сказал старик. Старик старейшина секты Тайхэ, а вы секта отбросов, и вы осмеливаетесь упоминать об этом при других сверхдержавах. О боже мой, старейшина Тайхэцзун был убит. Эта пощечина была нанесена слишком быстро. Неужели ему это сошло с рук? Я не уклонялся от удара. Я мог ясно видеть, и меня прямо выстрелом превратили в мясное пюре. Если бы вы забили небо до смерти на поздней стадии Небесного Царства, разве он уже не был бы высшим достижением в области совершенствования Хуанзи? Хуанцзидин сильнейший из тех, кто может легко создать сверхдержаву. Вонючая рыба и тухлые креветки Хуанцзидина также достойны фарфорового императора. Если бы не страх, что эта пощечина проникнет на древний континент, это кресло даже не потрудилось бы зайти слишком далеко. Не слишком ли это много? У наших сверхдержав также есть предки из имперского королевства. Если вы будете вот так убивать без разбора, это принесет только беду вашей туманной секте, верно? Будь вы тоже прокляты. Этот старший неправильно понял. Все это просто недоразумение. Младшие не питают абсолютно никакой злобы к туманной секте. Только что именно 2 бессмертных младших призвали младших уйти на пенсию. Это мой учитель, старейшина Небесного Царства, который только что был настолько высокомерен, что даже не смог дать мне пощечину на глазах у учителя и остановить меня. Ученики туманной секты тоже хотят умереть. Как же так легко убить меня? Я никогда не отпущу тебя, когда взлечу в небо. После того, как я хорошенько запомнил 3 слова «мистическая секта», все закончилось. Сколько новых сил в истории 3 суперсект было уничтожено из-за того, что они были слишком сумасшедшими. Проблема решена. Давайте вернемся назад. Учитель, добрый молодец, Диалун, вы действительно заслуживаете того, чтобы быть моим учеником. Я чуть не забыл, что должен умереть. Они также забрали дракона из Удзэцзуна. Он был таким свирепым, что даже дракон был застрелен насмерть. Удзэцзун сходят с ума, великие старейшины и лучшие гении мертвы, и даже дракон исчез. Удзэцзун был смущен и ушел из дома. Не говорите мисте Парцеле об этом. 3 учеников преследовали десятки тысяч людей в Тайном Царстве. И даже величайший гений Чжао Ритянь был убит. Как такое могло случиться? Чжао Ритянь — величайший гений, как его мог убить ученик Сиадзуна. Этот туманный участок не маленький клановый патриарх. Это территория Желтого полюса сильных. Король, застреленный ударом. Последний 3-й удар, застреливший 3 королей. И, наконец, также забирающий обещание о посылке красочный Цзяо много хвастался. Это просто невозможно, чтобы великий старейшина секты Уци находился на поздней стадии Небесного Царства. Кто же вам хвастался? Я был на месте событий в то время. Или давайте поспорим, что первое, что нужно сделать, когда рождается секта внешних отшельников, это убить самого себя. Сильнейший старейшина из 3 суперсект. Пришли письма. Желающие узнать последние новости. Зал заполнил камень духов. Старейшина, который утром услышал, что небо действительно потемнело, и уничтожил 3 суперсекты. Могут ли 3 основные секты согласиться на это? Хотите узнать, что будет дальше? Духовный камень защищает вас от того, чтобы вы услышали это 1 раз. Слишком часто обманывая людей, маленькая туманная секта
осмелилась убить моего старейшину, убить моего главного гения и захватить мою секту. Дзяолун, если вы не отплатите мне за эту ненависть, то какое лицо будет у Цзэцзуна? Сюзерен? Мастером мести является Хуан Цзэцзин, и 2 других старейшины суперсекты также погибли от его рук. А как насчет Хуан Цзэцзина? У кого нет нескольких Хуан Цзэцзинов? Это потому, что мы слишком долго не использовали наше наследие, позволив миру забыть о нашей силе. Передайте мой приказ, пожалуйста, сопротивляйтесь Чанзуну. Внезапно появилась туманная секта, и казалось, что желтый флаг гарантирует, что в секте не будет других сильных людей. Он осмелился оскорбить 3 секты жабы, возможно, он осмелел, и было лучше смотреть на вещи в долгосрочной перспективе. Как составить долгосрочный план, независимо от того, сколько их будет? Хуан Цзи, у нас нет никакого золота на дне, просто принесите золото. Но, более того, мистическая секта все еще обладает 2 уникальными магическими способностями в своих руках. Если мы сможем заполучить их, то определенно превзойдем 2 другие сверхспособности. Этот вопрос нельзя оставлять без внимания. Патриарх забирает наследие. Что если на него нападут 2 другие суперсекты? Нам не хватает магической силы, трюков. И секте Тайхэй и секте Фэйцань, должно быть, тоже их не хватает. Лучше провести их встречу 3 сект и отправить войска в туманную секту вместе, чтобы собрать все наследие. Не только для того, чтобы убедиться, что там нет мастера, но и для того, чтобы... А также для того, чтобы показать силу суперсекты. Да, это хорошая идея, и магическая сила трюков не может быть поглощена сама по себе. Сюзерен, даже если мы уничтожим мистическую секту, мы не сможем поглотить магическую силу трюков в одиночку. 2 другие суперсекты никогда не будут сидеть сложа руки, если они нападут на нас. У нас будут проблемы. В настоящее время сотрудничество между 3 сектами — лучший способ, и они определенно согласятся. Хорошо, как вы и сказали, немедленно уведомите 2 суперсекты и проведите 3 конференции, чтобы обсудить отправку войск и распределение магической силы трюков. Это 2-я секта, Тайхэ Фэйтянь, и кровавый долг, который нам задолжала туманная секта, пора вернуть. С интересом. Как посмел дерзкий фанатик вторгнуться во дворец? Командир Юй, у вас много мужества. Это мой учитель Мужун Вэйвэй, и вы не отступите. За исключением того, что он летел очень быстро, у этого человека, оказалось, не было никаких колебаний духовной силы. Но я был настолько полон достоинства и сосредоточен на 4 небесах, что не заметил этого, пока они не приземлились. Видно, что сила этого человека поддается измерению. В последнее время Чжэньбэй Ван часто менялся. Если это так называемый мастер, это люди короля Чжэньбэя, которые намеренно врываются в дворец, это может быть опасно. Сэр, извините, в последнее время здесь не так тихо, мне приказано охранять, и я не могу отступить. Это вы. Я любезно прошу хозяина вернуться домой. Как вы смеете сомневаться в личности хозяина? Это запрещено командиру стражи, но как может этот достойный император заботиться о младшем по званию? В любом случае, давайте подождем здесь. Как можно позволить хозяину ждать здесь? Хозяин, следуйте за мной в зал, чтобы отдохнуть. Обнаружен потенциальный ученик суперзвезды. Пожалуйста, обратите внимание на ведущего. Система наконец-то открыла глаза. Как только я получу этих несравненных гениев, я смогу получить карту вызова Фэй, и тогда я смогу напрямую призывать бессмертных на небо и землю. Кто может взять на прокат? Мастер, почему бы вам не уйти? Вэй-Вэй, могу я сходить в королевский сад и посмотреть на него? Императорский сад — это место, где могут гулять дамы из дворца Феникса. Мастер, в какую наложницу влюбился этот человек по просьбе? А разве так не должно быть? Мастер обычно выглядит довольно серьезным. Конечно же, мастер, пойдем со мной. Назовите свое имя. Лю Юэ все еще спала, а у клана Му был потенциал делать это постоянно. Обычная ветка Ивы после 1000 лет культивирования и обретения бессмертия подверглась нападению Верховного, Темного, разорвавшего пространство и спустившегося на древний континент. Сейчас она серьезно ранена и спит, все воспоминания утрачены, но сломанное бессмертное тело все еще сохранилось. День выздоровления — это также время вернуться на вершину. Лю Юэ, обычной ветви Ивы, становится бессмертной, а Темный Верховный, нападающий на ветку Ивы, чтобы стать бессмертным, действительно возмутительным. Но что, черт возьми, представляет собой этот Темный Верховный? Даже бессмертные осмелились напасть. Верховный Темный, ты существо, сраженное силой тьмы, он может улавливать дыхание бессмертных в широком диапазоне и использовать новообразованных бессмертных в качестве пищи, чтобы увеличить свою собственную силу. Ибо могущественные бессмертные могут избежать поимки. Если я подвергнусь такому ужасу и смогу уловить дыхание бессмертия, не означает ли это, что даже если многие жители Земли в конце концов станут бессмертными, им будет трудно избежать того, чтобы их съели? К счастью, я узнал об этом раньше. Поскольку вы знаете все заранее, подготовьтесь заранее. Простой Темный Верховный — это просто пердеж. Пока я коплю свои карты и получаю еще несколько карт для вызова Фэй, я не верю, что он все еще может выпасть. Ивовый ствол мастера упал с неба несколько десятилетий назад. Он выглядит так, будто засох, но не истлел. Мой отец решил, что это знак удачи, поэтому он остался здесь. Если это нравится хозяину, вы можете взять это себе. Как учителю, мне это нравится, но как учителю я должен спросить его, не хочет ли он пойти с нами в качестве преподавателя. Разбудите Лю Юэ, он разговаривает с той Ивой. Судя по разговору, этот человек, похоже, хозяина Вэйвэй. Когда Вэйвэй начал поклоняться учителю. Какой забавный человек разговаривает с деревом, это немного интересно. Глупец Ива не умеет говорить. Хозяин Вэйвэй такой глупый. С такой силой, которую даже я не могу видеть насквозь, невозможно разговаривать с мертвым деревом просто так. За этим должна стоять какая-то причина. Старик часто ходил за Вэйвэем по окрестностям и никогда не находил ничего необычного в мертвом дереве. Что же увидел этот мальчик? Есть ли душа, спрятанная во дворе?
Как лидер, я даже не представлял, что представляет собой царство этого мастера. Эссенция Земли и кровь просты в использовании, и любая капля может быть использована в качестве ядерной бомбы. Но это вынужденное притворство доставляет немного хлопот, так что мне придется выпить еще несколько глотков чая удан, чтобы компенсировать это. Это вы меня разбудили? Да, это я, Лу Юэ. Я действительно Лю Юэ? Все верно. Спасибо, что назвали мне это имя. Кстати, вы разбудили меня, чтобы выяснить, что со мной что-то не так. Вы умираете. Аура здесь слишком тонкая. Мне очень больно. Вы можете меня спасти? Да, вы можете поклоняться мне как учителю, и я отведу вас в лучшее место, где много ауры, которая позволит вам быстро восстановиться. Лю Юэ нанес визит мастеру и поздравил его с тем, что он принял подарочный пакет «Бессмертный ученик суперзвезды» и, наконец, получил его. Эта волна крови принесет пользу Лю Юэй. Я позволю вам отправиться в Линьхай для совершенствования, а затем отпущу вас оттуда после возвращения в секту. День. Линьхай сможет выжить. Что это за фея, о которой идет речь? Какой секте монстров поклонялось ваше королевское высочество? Такого рода подметальные средства определенно не могут принадлежать Чжэньбэй Вану. Сила этого старшего, вероятно, находится за пределами моего понимания. Младший император Муронг из династии Муронгов, богатая женщина Муронг, видела старших. Отец, наконец-то вы здесь. Вы быстро позволили охранникам уйти. Мой хозяин отправился туда, куда им было велено, и ему это надоело. Все в порядке. Это мы ведем себя грубо. А вы, люди, у которых нет зрения, вы все равно не отступите. Отец, на этот раз я вернулась, чтобы попрощаться с вами. Я собираюсь последовать за учителем в секту для практики. Для вас это прекрасная возможность последовать примеру своих предшественников на практике. Но, сеньор, сегодня уже поздно, так что лучше уехать завтра. Несмотря ни на что, позвольте сеньору немного отдохнуть и сделать все возможное, чтобы стать хозяином дома династии Мурон. Кроме того, Яньло собиралась практиковаться, и ее наложница определенно не вынесла бы этого. Кстати, позвольте их матери и дочери поговорить, мастер, почему бы вам не остаться здесь на одну ночь? Мастер, вы, должно быть, тоже устали. Просто воспользуйтесь моментом, чтобы остаться и посмотреть, какие замечательные сокровища есть в сказочном мире. Хорошо, тогда останьтесь на одну ночь. Спасибо вам, мастер. Мастер так добр ко мне. Вэй-Вэй не должен быть грубым. Быстро отведите старших в лучший дворец, чтобы они отдохнули. Хозяин, я отведу вас отдохнуть. Давайте уйдем. Разве вы не можете заглянуть в его базу культивации насквозь? Это очень загадочно. По словам командира стражи, их группа внезапно появилась над гаремом, и они даже не заметили формирования Гуагуа. Командир стражи обнаружил их существование только после того, как они появились. Похоже, что Вэй-Вэй поклонялся очень сильному мастеру. Я надеюсь, что король Чжэньбэй сможет что-нибудь сделать с нами прямо сегодня вечером, иначе, когда они уйдут, во дворце снова возникнут проблемы. Император мертв, хозяин принцессы Лю остался, потому что хотел использовать его против короля Чжэньбэя. Разве сила этого старшего не таинственна и непредсказуема? Можем ли мы ее рассчитать? Однако он не может своими глазами наблюдать, как семья ученика переживает кризис, не предпринимая никаких действий, верно? Вот почему я надеюсь, что король Чжэньбэй сделает что-нибудь для нас сегодня вечером, как раз вовремя, чтобы раз и навсегда воспользоваться помощью своих предшественников. Император Шэньмин был знаменит, и Лао Цзы чуть не разбил свое сердце из-за этой династии. Царь Джинбэй, если ты осмелишься прийти, то сегодня ночью умрешь. Система запустила набор учеников класса Люкс, и набор учеников класса Люкс был успешно открыт. Поздравляю ведущего с получением 2 карт призыва Земли, призывом Святого и получением боевого квадрата, который может противостоять атакам земного уровня, не оставляя следов. И появился в секте. Поздравляю хозяина с получением золота бессмертия хаоса, пилюли крови, расплавляющей кости, и воплощения корня небесного лотоса. Поздравляю хозяина с получением 100 штаммов бессмертного лекарства. За исключением штамма для рук, эффект от каждого дополнительного штамма уменьшается вдвое, а продолжительность жизни увеличивается на 10 тысяч лет. Полоски получаются более хрустящими, чем пряные, а эта подарочная упаковка немного холоднее, чем чай просветления шедуна, который мы пили в прошлый раз. И вы можете соединить 4 карты Земли, чтобы получилась фея. Хорошо, снова запустите хорошую систему, запустите игру. Никто, ни ученик, ни один хозяин не получит карту вызова феи, а библиотека в 10 тысяч томов и лишён шаг за шагом. Поздравляю хозяина с приобретением 100 акров плантации Бенхак-Эй, на которой выращивается 3000 персиков. Священное дерево едино, и оно будет жить 1000 лет. Поздравляем хозяина с получением карты повышения уровня королевства, которая позволяет повысить уровень большого королевства. Хозяин Дзин впервые открыл карту призыва Земли дополнительные награды, и 3 дополнительные награды не удалось
его синтезировать. Вот на что это похоже? Карта улучшения царства персидского сада для книжной коллекции также дает 3 карты дали бесплатно. Учеников становится все больше и больше, и пришло время последовать примеру еще нескольких старейшин. Если это будет сделано, вы двое сможете вновь обрести свободу. Помните, служите этому старшему так же, как служите мне, и позвольте ему подчиниться приказу. Этот старший непостижим, я не могу сосчитать, но он не может спокойно смотреть на страдания семьи ученика. Король Джинбэй, я надеюсь, что сегодня вечером вы узнаете друг друга, и вы столкнетесь с Фанхуа из семьи рабов, Сюаю из семьи рабов, Сюаю из семьи рабов. Семья видела, как предшественники строили фундамент, и наложница императора 4 линий тела, очарование 9 небес, бежит к этому месту посреди ночи. Я здесь, чтобы кое-что сделать для тебя. У служанки во дворце вьются волосы, и я жду приказа. Прийти обслужить старшего по званию. Анки, в этом нет необходимости, не отдыхайте. Вы можете уйти, как только закончите собирать вещи. Убирайтесь. Он хороший парень. Император перенес сервиз, который служил ему в целости и сохранности. Жаль, что эта работа подверглась серьезной ретуши. Но в глазах этой работы это просто розовая дыра. Император остался на ночь и отдал ее поздно ночью. Он просто боялся, что король Шэньбэй взбунтуется и хотел сбежать. Так что он хорошо прицелился в свое место. Фанхуа Сюэ, почему вы оказались в постели моего хозяина? Император разрешил нам прийти? Вы такие смелые, как наложницы в гареме. Вы осмелились напасть на моего отца. Император сказал, что он выполнит любые требования старшего по званию. И если старший не попросит, он будет следовать правилам служения императору. Вэй, разве ты не ушел со своей наложницей? Почему ты находишься в этой комнате? Ученики пришли посмотреть, привык ли учитель к такой жизни. И не слишком ли хорошо обслуживали дворцовую служанку, которая, казалось, была очень заботливой. С каких это пор 2 женщины, к которым я ходил, стали бояться ложиться спать на этом сиденье? Во-первых, взрывная волна полностью уничтожена в ваших руках. Ученик, это недоразумение с моей стороны как учителя, только позвольте им отойти в сторону. Я не ожидал, что они будут такими, какие они есть. Ваш отец полон такого энтузиазма, что даже наложницу отослали с таким энтузиазмом. Как учитель, я сегодня вечером восстановлю все ваше тело, а завтра, когда вы вернетесь в секту, вы сможете практиковать телосложение своих учеников со спокойной душой. И вы также сможете восполнить свое неполное врожденное дао. Быть учителем, чтобы восполнить свои неполноценные знания, это истинный врожденный способ. Незавершенное врожденное даосское тело не может быть восстановлено под руководством мудреца. Мастер, каково его царство? Учитель и ученик немного зудят, и их нормальное и нарушенное физическое состояние растет. Через некоторое время все будет в порядке. Благодарю вас, мастер, за ваш подарок. Встаньте! Эта книга соответствует вашему врожденному даосизму. Используйте ее на практике. Спасибо вам, мастер, за то, что вы сделали все возможное, чтобы дать возможность проявиться старожилу на вашем ринге. Перед уходом учитель поможет вам. Предок велел ему не раскрывать существование остатка его души. И даже его отец скрывал кольцо от старика. Что сказал мастер? Ученик не понял. Эй, а почему вы не хотите стать учителем и не планируете воскресить его? Раз уж вы этого не хотите, оставьте это себе. Забейте небесное зеркало до смерти пощечиной и небрежно разошлите высшую бессмертную сутру, даже врожденное даосское тело может быть идеально восстановлено. Все ясно говорит мне о том, что основа совершенствования этого человека непредсказуема, и он определенно является высшей силой святой воли. Более того, другая сторона может даже найти душу, которая скрывалась в Юхуане, и кажется разумным найти самого себя. Возможно, меня обнаружили при первой встрече. Остатки моей души прячутся в кольце, и в его глазах это, вероятно, так же ослепительно, как лампа из когтей кролика в темную ночь. В любом случае, это было обнаружено, и я должен сделать ставку, если не на это дело. Если вы не выйдете и не поклонитесь пирсу, боюсь, у вас даже не будет шанса стать призраком. Младший Муронг Чан-Чань не проявил инициативы и не явился на церемонию, и попросил старшего простить его. Младшие не хотели никого обидеть, но хороший парень, старик, в конце концов, согласился выйти с золотыми монетами. Независимо от того, как поздно эта прозрачность проявится, я боюсь, что вы уйдете беспрепятственно. Это место знает, что у вас есть свои заботы, и мне неприятно видеть, что вы все время живете на ринге. Это корень лотоса воплощения получен случайно из этого места, и это бесполезно, чтобы сохранить его. Так что я приведу его к вам. Лотос расплавляет тело, укрепляет кости и разжижает кровь. О боже мой, это небесное сокровище, способное изменять форму тела. Это воплощение корня лотоса позволяет мне напрямую восстановить свою изначальную пиковую силу. Одного этого достаточно, чтобы все души стали импульсивными. Глядя на весь доисторический континент, можно сказать, что бесчисленные древние монстры жаждут крови. Старший на самом
самом деле сказал, что было бы бесполезно хранить его просто так. Неужели это образец несравненных мастеров? Старшие — это такие бесценные сокровища, а младшие стыдятся их. Я не знаю, что старшие могут вам сказать. Пока старшие говорят хоть слово, младшие проходят через огонь и воду, делают все, что захотят, и заказывают призрака. Это те обрывки, которые вырываются из системы. Могу я оставить их себе? Вы используете их для приготовления супа из свиных костей. На это место нет заказов. Даже если вы пришлете его бесплатно, это можно расценить как желание этого места понять Вэйвэя, чтобы Вэйвэй мог чувствовать себя непринужденно на этом месте. Получается вот так, но это слишком щедро по отношению к бару. Спасибо вам за вашу доброту. Старшие дают щедро, а младшие помнят, что если в будущем будет полезно привлечь младших, то младшие никогда не умрут. При жизни я был монахом Небесного Царства, и это очищающее тело также относится к небесному уровню, который просто позволяет мне напрямую восстанавливать свою первоначальную силу без каких-либо усилий. Совершенствуюсь. Вы знаете, мой первоначальный план состоял в том, чтобы найти эти ресурсы через Мурон Кинлу и, наконец, создать тело в состоянии сосредоточенности. Теперь вы можете восстановить свою первоначальную силу за один раз, что, можно сказать, сэкономит время на повторное совершенствование. Когда я восстановлю свои силы, даже если мне не нужно это старое лицо, я должен взять всю династию Муронг, крепко обнять бедра Туманной секты и проявить лояльность к Туманной секте. Такая возможность выпадает раз в жизни. Сегодня Небесный Царь действительно был напуган до смерти. Династия Муронг, которая передавалась из поколения в поколение более 3000 лет, я действительно боюсь, что она будет уничтожена моими руками. Может ли это быть старое чудовище, приглашенное королем Чжэньбэя? Нет, направление этого дыхания — дворец Вэйвэй. Я не знаю, пользовались ли Фэнхуа Сюэю и другие благосклонностью своих предшественников. Этот старший, должно быть, тоже принадлежит к Небесному Царству. Было бы здорово, если бы он мог защитить меня. Нет, больше не спите, выйдите на улицу передохнуть. Спасибо вам, старшеклассники, за то, что помогли мне восстановиться. Молодое поколение готово сдаться Гуйцзуну от имени императрицы Муронг и стать вассалом Туманной секты. Жень Луаюань прислушался к его указаниям. И еще один вассал был отправлен к двери. А еще одна вассальная сила, которая, как считается, также внесла свой вклад в развитие секты. В прошлый раз, когда я победил семью Е, семья Е была маленькой семьей, небольшим бизнесом и системным вознаграждением. Поэтому я не просил пожертвований семьи Е. Но на этот раз я не планировал освобождать те пожертвования, которые я не мог использовать, но в качестве число учеников в секте растет. Эти вещи всегда нужны. Поскольку ваша королевская семья желает присоединиться к моей эфирной секте, эта секта не будет относиться к вам плохо. Я просто предоставлю вам 2 места для дальнейшего обучения. В будущем для обучения в моей секте могут быть отобраны 2 человека. Однако те, кто учится, не имеют имен и не пользуются отношением обычных учеников секты, а имеют право только жить и практиковать в секте. Есть также пингвины дополнительного образования, которые не указаны и не пользуются официальным обращением. Согласно обычному пониманию, могущественные секты, такие как Низкие, очень строги в приеме учеников, и они могут заниматься самосовершенствованием в знак милости. Где же это отсутствие лечения? Очевидно, что это последнее испытание для молодых поколений нашей династии. До тех пор, пока вы можете дышать в секте, ваше бессмертие достойно оставлять покаяние со стороны внешнего мира. Благодарю вас, подчиненный патриарха Лонг Эна, за то, что вы вернулись, чтобы выбрать завтрашний день. И позвольте ему вернуться в секту вместе с патриархом, чтобы уйти на пенсию. И мастером ученики тоже отправились отдыхать. Я не собираюсь опаздывать завтра утром. Ну что же, давай, возвращайся в Цзун завтра рано утром, не забудь прийти слишком поздно. Именно эта рекламная карточка должна позволить мне попасть в Срединное царство Земли. Хе-хе. Давайте попробуем найти кого-нибудь. Это тот, кого прислал Северный Король. Глава достойной династии был напуган до такой степени, что превратился в медведя. Что же это за система такая? Насколько вы похожи на предка, висящего в храме? Как вы смеете так легко унижать моего предка и пердеть Лао Цзы? Это аура исключительной практики Мужун Джентяне. Младший Мужун Фугун нанес визит предку Джентяне. Предок, ты воскрес. Это патриарх воскресил меня. Я уже служил старшим братом патриарха от имени династии. Отныне мы будем вассалами Туманной секты. Что это за движение? Олимпийские игры распространяют видение неба и земли. Это именно то движение, которое обретет святой, когда он встанет на путь истины. Этот патриарх оказался живым святым. Святой наша династия действительно обнимала бедро святого, и могила предков была окутана дымом. Кстати, патриарх случайно наградил нас 2 местами для дальнейшего обучения. И мы можем отправить 2 человек в секту для практики. Быстро принимайте решение. Предок, подождите минутку. Почему это не 1, не 3, а 2 места? И еще 2 места. В чем дело? Сюзерен — это отчаянный намек на то, что 2 наложницы Фэнхуа и Сюэю случайно оказались сегодня вечером в комнате Сюзерена. В 2 местах 2 потрясающие красавицы. Это явно для того, чтобы мы упаковали девочку Тунфан и отправили ее сюда. Фуба, если у вас есть здравый смысл, просто отправьте их обоих. Неужели наложницы этого дворца так хорошо разбираются в бизнесе? У моего величественного императора почти создалась иллюзия, что вы делаете ему массаж.
Мастер, мы ничего не видели. Мастер так заинтересован, что мы ждем вас снаружи. Не смотрите на хозяина, если вы грубите. Мы ничего не видели. Мастер так заинтересован, что мы ждем вас снаружи. Остановитесь. Теперь, когда вы двое вступили в секту, в будущем вы будете называть себя учениками, и если вы посмеете пошевелить руками и ногами, это кресло вышвырнет вас вон. Ученик подчинился приказу явиться к императору. Предок Чен Жин Бэй Ван созвал несколько окрестных сект и уже официально поднял войска для восстания. А простой Чен Жин Бэй Ван осмелился совершить прыжок. Фуба, вы собираетесь вести людей, чтобы получить северную территорию. Предок, я уничтожу его. Все племя скучных учеников вернулось в секту. На такой большой скорости я чувствую, что моя душа отстает от меня, и я ее не догоняю. Какая богатая аура в 100 раз сильнее, чем в секретной комнате для культивации в нашем дворце. Старый Е, Цзиньлинь приветствует возвращение патриарха в секту, и сверхдержавам уровня 4 небес в царстве концентрации можно поклоняться как защитникам страны в императорской династии. Вместе секта оказалась всего лишь уборщицей. Последние несколько дней я упорно трудился, чтобы открыть дверь, и этот персик вознаградит вас за то, что вы подадите его на ужин. Съев один персик, можно продлить жизнь на 1000 лет. Этими несравненными священными лекарствами патриарх фактически вознаградил стариков и умерших. Патриарх милостив и зауряден. Отнесите их в недавно открытую библиотеку и выбирайте одно за другим. Е Цзюньлинь, подготовьте место для нового ученика. Да, боже мой, так много упражнений. Когда же вам нужно прыгать? Наследие этой секты просто непостижимо. Мы полагаемся на сверхъестественные силы, боремся за жизнь, за самоопределение. Бог не наш Бог. Бог активно избирается. Мы используем магические силы, независимо от одиноких 9 мечей. Я использовал сверхъестественные силы, технику великой реинкарнации. Вы можете манипулировать временем действия силы. Старик Башаньянь, ученик дополнительного образования, также был выбран отчаявшимися сверхъестественными силами. Да здравствует патриарх! У нас есть великая техника очарования. У нас есть великая техника очарования. Секты снаружи могут делать собачьи глаза для 100% упражнений на уровне Земли. Магические силы нашей эфирной секты на самом деле активно проникают в руки людей, как облизывающиеся собаки. Учитель, что же это за бессмертный спускается на Землю? Учитель, аура здесь такая чистая и уютная. Именно здесь мистическая секта преподает вам Лю Шонфу как учителя, который может помочь вам жить вечно. Дайте мне хорошую практику и развивайте мой разум как можно скорее. Благодарю вас, учитель, за то, что вы дали закон. Мистическая секта убивает старейшин моей секты, столь же величественной, как и моя сверхспособность. Сегодня Альянс 3 суперсект располагает в общей сложности 9 военными кораблями, которые уничтожат мистическую секту и уничтожат весь сильный свет. Так что мир узнает, что оскорбление нашей сверхспособности приведет к все, закончится только пеплом. Шпионы предков пришли сообщить, что Альянс 3 суперсект отправил 9 военных кораблей и уничтожает секту туманов. Во главе команды стоят 9 мощных сил Империи Экстремального Царства. Может быть, мы все-таки пойдем? Пойдем, почему бы и нет? Как вассальная сила, притворяющаяся мертвой в это время, вы хотите, чтобы патриарх превратил вас в отбросы общества. Патриарх даровал мне благодать такого возрождения во плоти, и все смерти будут вознаграждены. Немедленно соберите все силы в царстве концентрации и следуйте за мной, чтобы поддержать патриарха Чжэн Бэйгуана в уничтожении пустоты королевской семьи, оставив 3 царства концентрации, присматривать за царством концентрации. Семейные сокровища, все остальные 9 будут отобраны. Военный корабль суперсекты невероятно быстр, и в царстве демонов он даже не способен блокировать меч монарха. Идите, патриарх, вы действительно хотите уничтожить всю элиту клана. На противоположной стороне есть 3 суперсекты. Наше духовное морское царство даже не подходит для того, чтобы быть пушечным мясом. Что если мы никогда не вернемся?
Да, Линь Хай на самом деле слабее, но кто сказал, что слабые не могут быть лояльны к моим предшественникам и относиться к моей семье Е как к горе? Даже если мое тело сегодня разлетится на куски, пусть мир увидит костяк моей семьи Е. Если вы никогда не вернетесь, тогда Е Цзиланг пойдет со мной на свидание. Черт возьми, вся ваша семья отправлена на тот свет. Они что, с ума сошли? Они бросаются в мутные воды туманной секты, бросаются умирать? Быстро распространите эту новость среди членов семьи. Поскольку семья Е мертва, они немедленно захватят духовное поле семьи Е и конфискуют собственность. Черт возьми, почему здесь так много людей? Старик прожил более 200 лет, и он никогда не видел этой битвы. Что за чертовщина? Когда война вот-вот должна была начаться, мистическая секта боялась, что старик и две маленькие девочки выйдут подмести пол. Эти две девочки действительно ждут, когда три основные секты поднимутся здесь на уровень. Заткнитесь, ваш мастер туманной секты, безжалостный человек, который можешь забить короля до смерти, тебе не нужно паниковать. Наш сюзерен — Фея, у которой есть опыт работы на небесах и на земле, и даже если их будет много, они определенно не смогут спровоцировать наших предшественников. 3 суперсекты. Секта Удзи, секта Тайхэ и секта Фейтень убивают дворян. Чтобы наказать участников битвы за исчезновение секты, пожалуйста, подготовьтесь заранее. На пороге появилась суперсекта, а старик только что стал практикующим. Спасибо вам, друзья даосы, за то, что рассказали мне об этом. Однако этот старик не старший по званию, а всего лишь разнорабочий, подметающий пол в секте. Что касается того, что сказали друзья даосы, патриарх моей семьи давно знает, что простых 3 сект, курицы и собаки, недостаточно, чтобы заботиться о своих зубах. И простых 3 суперсект недостаточно, чтобы заботиться о своих зубах. И даже подметальщика на все руки на данный момент — это безумие. Сколько открытых карт скрывает Zoom? Но, сеньор, говорят, что 3 секты отправили в общей сложности 9 военных кораблей. И только у непобедимой электростанции Хуан Цзидина их было целых 9. Когда 9 императоров Хуан Цзидин сыграют в капусту. Все старейшины секты находятся в уединении. А как насчет первых 9 императоров? В моем эфирном уединении секты есть бесчисленное множество могущественных людей, и простой уровень императора недостоин того, чтобы я принимал это близко к сердцу. Возвращайтесь скорее. Добрый сюзерен, помогите, происходит что-то плохое. Что случилось с дедушкой Сюзереном? Патриарха, впавшего в панику, не было в зале. 2 королевы, что случилось? Почему у вас такое бледное лицо? Алюр, не беспокойтесь о том, где находится патриарх. Небо вот обрушится снаружи. 3 суперсекты пришли с 9 хуанцзидзинами, окруженные десятками тысяч людей. Быстро найдите способ разбудить старейшин в уединении. Старшая сестра, старейшина Е, я только что видел, как учитель прогуливался здесь. Раннее утро, почему вы так взволнованы? Патриарх, от которого у него гудел мозг, 3 суперсекты объединили свои силы, чтобы бороться против 9 могущественных хуанцзидзинов. И команда уже прибыла в город, сколько десятков тысяч людей окружено снаружи. Сверхдержава, вы называете 3 маленькие секты сверхдержавой, и всего лишь 3 сломленных тигра, у которых даже нет земли, также достойны называться сверхдержавой. Зачем паниковать? Эти болваны, которые никогда не видели мир, весь день суетятся, мешая наслаждаться отдыхом на этом месте. Мастер, как нам с этим бороться? Все просто, так как здесь есть солдаты и несколько старейшин, которые занимаются домашними делами. Вот и все. Система использует 3 карты призыва с земли, а старейшина — внутренние двери, устанавливающие личность. Конкретно отвечает за разрушение ложки и охрану двери. Подчиненные Люкан, Люхай и Люсяо встретились с патриархом. Эта аура совершенно невидима. Все ли они святы? Патриарх настолько ужасен, что может потрясти любого. Пойдите и приготовьте этого дракона. Добавьте еще корицы с бадьяном и используйте ее позже, чтобы развлечь гостей. Если вы подчинитесь, хозяин выйдет за пределы таможни. 3 старейшины 3 пресвитерианских церквей не будут скучать по 3 старейшинам, пробужденным учениками. И они могут соскрести 3 слоя земли древнего континента, выбрав один наугад. Только не говорите, что 3 суперсекты, то есть 3 святых места, объединяют свои усилия. И в свете этой работы наследие мастера Туджива Дога действительно непостижимо.
Наша сегодняшняя реакция действительно ставит секту в неловкое положение. Пойдемте. Гости уже почти в Фэнхуа Сюэй. Сходите в персиковый сад, нарвите спелых персиков и приготовьте фрукты. Пять настоящих, никогда не отступайте. Несколько королевских воздушных границ, плюс группа территориальных вод, боюсь, они здесь не для того, чтобы их отправлять. Ведь так? Небесный царь на самом деле был родоначальником династии Муронгов, и они действительно пришли поддержать его. Небесный царь может обходить стороной власть Всевышнего, но перед суперсектой он пушечное мясо. Туманная секта мертва. Покупайте и уходите, наступайте на туманную секту. И убегайте один за другим, один за другим, один за другим, один за другим, один за другим. Один за другим за 100 побед я заплачу 300 кати. Источник бога туманен. Хан-ран-ран. Если вы поставите на кон свою жену, не плачьте, если проиграете. Птица знает, что такое честолюбие, сражайтесь, и велосипед превратится в мотоцикл. Интенсивность этой ауры в 100 раз выше, чем у внешнего мира, и невооруженным глазом видно, что правила дорожного движения на самом деле нарушены. Зная, что окружающая среда настолько извращена, я должен был изучить Гиму самостоятельно. Но у Е Чэньшэна есть друзья, которые в последующие дни войны в Муронге вместе с Мисти Цзун пришли поддержать его. Оказалось, что это был предок Муронга, который долгое время восхищался им, и главная вершина была прямо перед ним. Давайте встретимся с патриархом и вместе отправимся в деревню. Что же, давайте сегодня будем сосуществовать и умрем вместе с Шанзуном. Пожалуйста. Сюзерен, давайте приедем. Это подготовка к войне? Это явно происходит на ферме? Я занимаюсь продвинутым иллюзионизмом. Теперь, когда вы здесь, не стойте столбом, а сядьте и съешьте немного фруктов, чтобы успокоить свой желудок. Поблагодарите патриарха за чай и выпейте еще чашечку, если хотите пить. В любом случае, Е Чэньшэн, глава клана, как ему может быть так стыдно, если он никогда не пил воду за свои 8 жизней? Просветление — это чай. Черт возьми, этот старый мальчик ухватился за возможность, я все еще притворяюсь патриархом, а старик хочет пить. Предок, пожалуйста, перестаньте пить. Это слишком унизительно. Давайте не будем терять лицо перед династией. Тарелка с фруктами, подаренная вам патриархом. Стоит по 2 штуки на человека. Встаньте в очередь и не хватайте ее. Неужели вы такой бедный? Когда случится беда, отошлите нас с несколькими сломанными персиками. Ничего себе, это не персик, это священное лекарство. Я откусил кусочек и прожил 30 лет. Я ем священное лекарство, пью чай просветления и жду врага. Как этот кризис уничтожения превратился в конференцию по продовольственному вещанию? Не хватайте этот кусок кожи, я увидел его первым. Это священный целебный персик, который одним укусом продлевает жизнь на 30 лет. И даже кожуру нельзя выбрасывать. Когда подадут ужин, приготовьте свои собственные миски. К счастью, не хватайте команду. Черт возьми, я преодолел узкое место, которое я преодолевал в течение 30 лет. И я преодолел его одним глотком супа. Мясо насыщено эссенцией, и его легче откусывать. А что это за несравненное мясо животного происхождения? О, это конь старейшины Удзуна, разноцветный дракон Небесного Царства. Запаситесь немного дровами.
Священное лекарство используется в качестве фруктовой тарелки, чтобы утолить жажду чаем дао. И в тот день король действительно тушил мясо. Не уничтожает ли это все наследие древнего континента? Оно того стоит. Лао Цзи никогда в своей жизни не участвовал в таком богатом сражении. После трапезы Шанзуна стоит умереть сегодня. Сразитесь с 3 суперсектами. Мастер, люди из 3 суперсект пришли поесть этих булочек и подняли такой шум. Но мясо дракона действительно было немного фаршированным. Цунами 3 старейшины, враг будет передан вам 3, но мусор у двери будут сметены с лица земли. Да, мастер, противник — это 3 суперсекты, а также электростанция из 9 великих кораблей посылаются только 3 старейшины. А как насчет нас? Просто взгляните на это, посмотрите. Это битва за уничтожение секты. Принуждение сюзерена просто не ставит героев мира в его глазах и не доводит его до крайности. Брат, второй брат сказал: 1 человек и 1 семья. Никто не должен есть в одиночку. Я знаю. 1 человек и 3 военных корабля. Поторопитесь и заканчивай работу. В кастрюле еще осталось полмиски супа. Эти младшеклассники участвуют в такой грандиозной сцене. Ха-ха, просто так получилось, что она была активной, а военный корабль с таким большим корпусом и костями достоин звания суперсекты. Каждый дюйм материала на военном корабле — это сокровище для создания ауры. Мистическая секта отправила 3 человек сражаться, даже не взяв с собой оружие. Это что, просто отказ от сопротивления? Бай не спал всю ночь и прилетел сюда, думая, что произошла какая-то великая битва. Но вот каков был результат. Что это за база для выращивания растений? Моя душа трепещет, я сильнее святого, и защита вот откроет все защитные формации. Может ли быть так, что пришло время великой борьбы, а время великой борьбы еще не закончилось? Осмелитесь ли вы заблокировать дверь моей туманной секты? Сегодня пусть этот бесплодный древний континент узнает, что значит быть вынужденным бороться с цунами. 3 старейшин выслушали его. Секта Угзи, секта Фэйтянь, возьмите на себя инициативу атаковать нашу секту и начать битву сект. Это место приказывает вам немедленно уничтожить 3 основные секты. Секты, выкорчевывайте корни, не оставляйте ни одного живого рта и дайте отпор. Но 3 главных врата находятся на расстоянии сотен тысяч миль друг от друга. Как с этим можно бороться? Я повиновался. Разрывать пустоту голыми руками — это действительно средство достижения Земли. Разорвите пространство, поверните руки и уничтожьте суперчари. Оказывается, в мире есть такой сильный человек. Неужели это святой? 3 суперсекты были уничтожены одним ударом, и небо древнего континента вот-вот должно было рухнуть. Вы слышали об этом? Секта суперотшельников, туманная секта, полностью возродилась. Чепуха, улицы теперь полны легенд о туманной секте, а объяснения о туманной секте каждый день ставятся в театре. Не могли бы вы говорить потише, когда общаетесь, в зависимости от вашего тона? Может ли эта туманная секта быть более могущественной, чем сверхдержава? Не мешайте мне практиковаться в течение нескольких месяцев. Я собираюсь посетить конференцию по набору учеников секты Удзи. Если вы не поторопитесь и не начнете практиковаться, вас даже не будут считать учеником-мастером на все руки. Черт возьми, брат, ты все еще хочешь пойти в Удзицун, но Удзицуна больше нет. Пердун, Удзицун не может быть хорошим. Как же это может быть иначе? Я знаю, что вы завидуете моему таланту, но ревность бесполезна. На этот раз я определенно смогу оценить ученика разнорабочего из секты Удзи. Брат, Удзицун действительно ушел. Как ты думаешь, почему мы сидим здесь и практикуемся? Сейчас самое время практиковаться, а идти некуда. Это правда, что вы мне не лжете? Секта Удзи, секта Тайхэ, секта Фэйтянь. Единственные 3 сверхдержавы на земле Кюсю вокруг нас были уничтожены мистической сектой. Сейчас на Кюсю рядом с нами есть только одна суперсекта, и это мистическая секта. Черт возьми, это действительно так. Неужели это невозможно? Это правда. Говорят, что сила мистической секты в то время была огромной.
Я так наелась, что это просто убивает меня. После того, как я ел в течение 3 дней, я наконец закончил есть этого дракона. Патриарх был так добр к нам, что позволил нам есть мясо дракона 3 дня подряд. Я внезапно прорвалась через 5 маленьких королевств. Теперь это Королевское воздушное королевство. Я тоже попала в Королевское воздушное королевство. Ха-ха-ха. Старик отступил на полшага, чтобы сосредоточиться. Это зависит от просветления мастера. Тушеные в чае драконы и персики используются в качестве послеобеденных фруктов при каждом приеме пищи. В сочетании с этой достаточной аурой неба и земли, если несколько старейшин пойдут дальше, моя семья Е определенно станет доминирующей семьей. Мужун Сюнцзиалун тоже закончила есть, и нам тоже пора возвращаться. Не хотели бы вы вместе попрощаться с патриархом? Брат Е сказал, что единственное, чем я сожалею, это о том, что привел с собой слишком мало людей. Если это соберет все Королевское воздушное царство династии, и даже будет есть мясо дракона в течение 3 дней, наша династия скажет меньше. И мы добавим десятки могущественных сил воздушного царства. Почему я тогда подумал, что с небом это не сработает? Брат Е, давай пойдем вместе. Нам действительно нужно вернуться. Брат Муронг, пожалуйста, брат Е, пожалуйста, сообщите патриарху. Большинство монахов внутри секты и за ее пределами ушли, но все еще есть тысячи монахов, которые останавливаются и хотят поклоняться в моей эфирной секте. О, я еще не ушел. Мало того, некоторые духовные гении из страны Кюсю также направляются в Оранжоу. Я не знаю, откуда я узнал о слухах о том, что туманная секта может открыть город для приема учеников после несчастного случая. Кроме того, говорят, что в другие префектуры, кроме Кюсю, также прибыли духовные монахи. После 3-дневной трапезы пришло время убираться отсюда. Люкан, я назначил 3 великих императоров обучать учеников, охранять павильон тибетских священных писаний и Тао Юань. Вы не можете позволить им 3 подметать пол каждый день. Пришло время расширить масштабы и добавить свежую кровь. 我宗弟子西省确实也该开山收徒了，请宗主示下。你去外界散发消息，就说缥缈宗出世，1月后开宗收徒。记住，本次测试不看天赋，只看潜力。凡是具有潜力者，皆可入宗修习。是，属下这就去办。见过大长老。 Патриарх, я подожду, пока 100 человек доберется до многодневки. Сегодня пришел попрощаться с патриархом. Спасибо вам, патриарх, за то, что дали мне возможность пойти против неба. Моя династия Мурон готова пройти через огонь и воду ради туманной секты. Встаньте и возвращайтесь, но если вы уйдете, если вы съедите это еще раз, мои запасы драконьего мяса будут уничтожены вами. Кроме того, через месяц на этом месте откроется гора для приема учеников, что добавит свежей крови в секту. После того, как вы двое вернетесь, вы сможете выбрать подходящих по возрасту учеников в клане. До тех пор, пока талант и верность будут проявляться, это место даст ему шанс вступить в секту. Гарантированная квота — это гарантированная квота непобедимой секты. Моя семья Е собирается взлететь в небо. Спасибо вам, патриарх, за вашу доброту. Когда я вернусь, я отправлю лучших детей в клан. И я никогда не оправдаю больших надежд патриарха. После столь долгого молчания, этот бесплодный древний континент тоже должен быть оживленным. Я не знаю, сколько интересных злых гениев можно привлечь на этот раз. Продолжайте. Ученик, даже не пытайтесь нарушить свои заповеди. Секта Мисти открыла гору для приема учеников. Даже если вы пойдете собирать навоз, вам придется оставить старика с Мисти, отец и сын секты, если вы не станете внутренним учеником. Вы никогда не вернетесь. Быстро отправьте сообщение принцессе, забудьте о браке и немедленно отпустите его в полицию Хуанчжоу. С суперспособностями туманной секты наша династия может обойти стороной и собрать учеников из туманной секты. Просто посмотрите на потенциал и сражайтесь. Земной клапан поманил меня, указав только координаты 10-звездочного таланта. Если я найду возможность бегать по очереди, я не смогу попасть в команду первой секты в 10 тысячах королевств. Сейчас открытие горы и прием учеников равносильны полноценному прослушиванию. Как только вы войдете в дверь, вы сможете получить бесчисленное количество карт призыва и синтезировать бесчисленное количество больших парней. Это не более увлекательно, чем рисовать вслепую. Может быть, вам удастся собрать несколько солидных монстров просто так и рассказать об этом мастеру. Монахи, не входящие в секту, собрали миллионы людей, и их число продолжает стремительно расти. Вы очень оживлены, слишком оживлены. Некоторые люди разбили палатки и вытолбили пещеры прямо на месте, а другие насильно заняли пещеру духа черного медведя в Каушане. Эти люди здесь для того, чтобы учиться или заниматься девелопментом недвижимости. Толпа слишком плотная, и было много частных драк. Вы хотите, чтобы ваши подчиненные подавили их? Позаботьтесь об этом, передайте первоначальную цель. И те, кто осмелится сражаться в частном порядке в царстве Туманных гор, независимо от причины, правильной или неправильной.
будут исключены из квоты и никогда не будут приняты на работу. Да, сначала мне приглянулось это сокровище фэн-шуй, и я наступил на него первым. Если ты пукнешь ради меня, я получу взбучку. Черный тигр терзает свое сердце, потому что патриарх туманной секты приказал всем монахам, приходящим на богослужение, строго запрещать частную жизнь. Драки, если об этом узнает этот старейшина, частный боец будет исключен из тестовой квоты, независимо от причины победы или поражения, и никогда не будет нанят или нанятый. Разве это не было бы шуткой для Лао Цзы приехать за 1000 миль отсюда? Брат, мне жаль, мне очень жаль, но это сокровище принадлежит тебе. Давай просто встретимся со стариками и научимся боевым искусствам. Недоразумение есть недоразумение, так что не жалуйся. Не имеет значения, что принадлежит тебе, моя земля. Давай воспользуемся ею вместе с нашими братьями. Кто сказал, что у нас была личная ссора? Мы обмениваемся опытом выращивания бессмертных. Жаль, что эти ребята не поют. Посмотрите, какая это маленькая секунда. Пока вы доберетесь до туманной секты, вы сможете бежать, спасая свою жизнь. Остатки семьи Сяо, почему бы вам не убежать? Черная мантия с капюшоном, цепь души, мрачная аура — это зал сбора душ, зала душ террористической организации убийц, которая печально известна душами орков на земле Кюсю. Как они посмели прийти сюда умирать? Унося с собой кольцо старика, он был преследуем темным железным правителем и силами зла. Этот баф полон правильных классических шаблонов отходов древесины и вышедших на пенсию главных героев мужского пола. Этот сорт лучшего лука-порея не самый лучший гений. Поэтому он взял на себя инициативу доставить его мне. Дверь, осмелюсь перенести мой зал души главного героя мужского пола на мой сайт, не так ли? Я думаю, что вы устали от жизни. Уходите и не забудьте отомстить за меня. Жалкий остаток души осмелился бы преградить путь посланнику, хранящему душу. Это вышло из-под контроля. До появления туманной секты частные драки были запрещены, и нарушителям нет прощения. Боже мой, всего лишь одно предложение разрушило душевную цепь зала душ. Любой старейшина туманной секты так же ужасен, как и этот. Не могло бы ваше превосходительство захотеть вмешаться в дела храма моей души? Старейшина уже сказал, что частные поединки запрещены до начала испытания ученика, и если вы хотите сразиться где-нибудь подальше, то здесь старейшина позаботится об этом. Возможно ли, что если вы хотите, чтобы этот старейшина ничего не говорил, то немедленно убирайтесь, иначе за убийство не будет пощады. Это настоящая трансцендентная сила на северной территории зала души. Старейшина туманной секты действительно свел их с ума. Даже если это Чиньи, царство святых, но зал душ — это туманная секта с бесчисленными, ужасающими старыми монстрами. Действительно ли она бесстрашна? Что за круг туманной секты сегодня помнит наш зал душ, ваш лорд-мастер дал мне мое творение. И туманная секта сегодня помнит наш зал душ. Секта — это моя обратная шкала. Несколько жуков в сточной канаве осмеливаются угрожать мне. Мистическая секта все еще хочет уйти от меня. Мистическая секта никому не позволяет угрожать. Предоставьте это мне. Убивайте. Убивайте по-настоящему, даже не колеблясь. Именно собрание душ в зале душ сделало туманную секту такой свирепой, что даже люди в зале душ говорили, как муравьи, щиплющие друг друга: «Убивай и убивай». Это наследие абсолютнее, чем мир святых, и к тому же в 1000 раз ужаснее. Это слишком сильно сказано. Это и есть та самая доминирующая секта. Даже трансцендентным силам на это наплевать. Если бы я мог поклоняться этим бессмертным сектам, старик никогда бы в жизни не увидел такой близорукой и деспотичной секты. Старейшина внешнего входа осмелился убить посланника храма души без разрешения, полностью разодрав ему лицо. Если Чэнь сможет проникнуться ненавистью старика к туманной секте, есть ли хоть какая-то надежда? Сяолун, вы это видели? Посланник зала злых душ подобен собаке. Я должен присоединиться к туманной секте. Дух этой секты не слабее, чем дух Святой Земли 10 000 лет назад. А сила старейшины внешней двери намного превосходит пик старика. Чэнь вступил в зал души этой секты и больше никогда не посмеет попасть в беду. Быстро найдите место для исцеления, давайте умрем здесь, и когда друзьям-даосам исполнится больше 20 лет. Они достигнут имперского неба и смогут сбежать из зал души на более позднем этапе.
Подойдите сюда, дайте мне отдохнуть здесь. Если сыну это не противно, он может пойти в палатку рабыни и поговорить об этом, и семья рабыни залечит раны сына. Извините, но мне это не интересно. Женщины влияют только на мою 8-футовую скорость. Я просто хочу присоединиться к мистической секте и воскресить старого призрака. О, здесь слишком много людей. Я хочу пойти в хижину. Ты можешь увидеть, как люди снимают штаны. Куда бы ты ни пошел, брат, уходи. Я только что пролетел 200 миль с имперским мечом, сходил в туалет и пробежал 200 миль. Официально это еще не началось. На месте происшествия находится по меньшей мере 7 или 8 миллионов человек, верно? Сейчас на Кюсе существует только одна сверхдержава, секта Мисти, ожидающая Дня ученика. И, по оценкам, один человек может быть убит. Это беззаконие. Старик совершенствовался всю жизнь, и он небесный царь. Эти 3 маленьких чудовища пьют пищу, разливают чай и едят персики каждый день. В последние несколько дней количественный анализ перешел в позднюю стадию. Старик ворует свиней, и он может взлететь, даже если патриарх накормит его таким образом. Верно? После того, как Лю Ю оправилась от своих травм и смогла выйти из своего тела, она каждый день убегала обратно в горы, чтобы распространять радость. И ее уважали как эрха, находящийся на свободном выгуле. Дин обнаружил несравненного гения со сверхчеловеческим потенциалом, который находится в жиле бога Тайку в закрытой зоне жизни Дэнхуана. Чертов суперзвездный гений. Но Тайку Шенмай утверждает, что даже святой превратится в ходячего мертвеца, когда войдет внутрь. А что там делает добрый гений? Это серьезное предупреждение о том, что жизнь гения находится под смертельной угрозой. Главная кость в его теле была насильственно извлечена. Его жизненная сила вот-вот будет подорвана. И его загоняют в глубины запретной зоны. Попросите хозяина немедленно оказать помощь. В противном случае цель будет найдена внутри палочки благовоний. Верховная кость все еще маленькая девочка. Этот правильный сценарий пустоши осмелился тронуть моего замечательного ученика. Лао Цзы собирается поднять свой прах. Лю Кан отправился принимать учеников. Кто в вашей жизни осмеливался быть самонадеянным и убивать, не убивая? Поторопись. Клянусь богом, вторжение импульсного проклятия требует времени. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее атака. Шейлинг, ваша главная кость была выкопана и передана вашей двоюродной сестре, которая в тот день родила тяжелого ученика. И теперь это бесполезная трата времени. Это великий дар. Подняться на вершину горы, чтобы сорвать священный плод обновления для пожилых людей, которые умирают от старости. Если вы принесете его обратно, Святая Земля обязательно сделает все возможное, чтобы заботиться о вас. Дары, выкопайте мои лучшие кости, разрушьте мой фундамент и вынудите меня войти в запретную зону в качестве пушечного мяса. Если я не умру сегодня, он наверняка уничтожит вас, лицемерных тварей. Напрасно. Если бы не запретная зона, препятствующая выращиванию растений стариком, зачем было использовать таких муравьев, как вы, для исследования Земли? Неужели мне суждено умереть здесь сегодня? В любом случае, я все равно бесполезна. Даже если я не умру, у меня не будет шанса отомстить за то, что я выкопала долину. Теперь табу на погребение снято. Маленькая девочка упала. Святая Земля начала достаточно жестоко. Маленькая девочка была выкопана своим двоюродным братом, и из нее выжили все ценное, заставив ее искать способ сбора лекарств. Это ужасно. Старейшина Тайшан усмирил свой гнев, и когда опустошение прекратилось, он приказал старику тоже уйти. А предки были уже близко, и даже святым не было возврата. Если я умру, если я исполню свое предназначение, я буду ждать 3000 лет. Похоже, что местоположение, заданное системой, находится здесь. Не так ли? Люди... Черт возьми, кто это? Ли Чиран собирался войти и отчаянно сражаться. Он побежал, чтобы немного подурачиться, и сцена прощания с жизнью и смертью внезапно пропала для него. Оказалось, что он лежал там. Неудивительно, что я его не заметил. Позвольте ему войти. Нет, он не сопротивлялся.
Эта сила проклятия боится, что проклятие не подействует на него. Есть ли в этом мире такое телосложение? Как называется эта группа земной медицины? Но культивирование Земли — это такое проклятие, что оно даже не заслуживает того, чтобы меня пощекотать. Высшая кость родилась с суперпотенциалом, но ее переманил тот же клан и пересадил двоюродному брату. А теперь Святая Земля начала вынуждать ее собирать лекарства. Эта жизнь просто использует преимущество суперпозиции до крайности. Теперь, когда вы проснулись, вставайте. Оказалось, что с ним все в порядке. Другие говорят, что сильные, которые войдут в запретную зону, станут ходячими мертвецами. Может ли быть так, что он монстр в духе бога Тай? Вы здесь для того, чтобы забрать меня отсюда? Неужели я превратилась в ходячего мертвеца? Это сиденье растет так сильно, что Юшу Линден, где бы вы хотели подобраться поближе к этим уродливым монстрам, со щупальцами. Не волнуйтесь, я не один из этих уродливых ублюдков. Эти проклятия на меня не действуют. И если вы почувствуете мое дыхание на своем теле, это, естественно, не окажет никакого воздействия. Влияет на тебя. Тогда почему вы спасли меня? Я спас вас, потому что хотел принять вас в ученики. Не хотите ли вы поклониться мне как учителю и позволить мне увести вас отсюда? Но я и так уже никчемная. У меня больше нет костей, и я даже не могу практиковаться. Вы все еще хотите принять меня? Если у вас есть такая возможность, вы будете заблокированы всем миром. Когда жизнь Чэнь Цзингуана сияет сквозь горы и реки, будучи всего лишь куском превосходной кости, как он может скалить зубы? Поклоняйтесь мне как учителю, и это кресло научит вас высшему закону, чтобы вы могли восстановить превосходную кость. Ученик Шилин отдает дань уважения мастеру, ходит как учитель и забирает вас домой. Этот человек невосприимчив к проклятию, если проклятие может снять его и заставить его отдать победу в тайной запретной стране. Разве это не было бы в пределах досягаемости? Маленькие друзья, есть одна вещь, от которой нужно избавиться, но на это нет времени. Маленький брат, ты должен это сделать. Младший брат ясно увидел, что мы родом из Святой Земли, с которой все началось. Поскольку ты можешь игнорировать проклятие, теперь возвращайся на гору и собери для нас 9 священных плодов. Как только это будет сделано, мы позволим тебе войти в Святую Землю начала и будем взращивать тебя изо всех сил. Если тебе будет угрожать опасность, мы закроем наши рты. Действительно ли Святая Земля существует с самого начала, когда все ее боятся? А вам не приходило в голову, что можно выбрать одну звезду, прежде чем выбрать 9? Конечно же, люди жадны, и когда они встречают кого-то, кто может противостоять проклятию, они хотят забрать их все. Мастер, они переполнены. Что же нам делать? Хороший ученик, учитель, не сможет ударить тебя, даже если небо упадет на землю. А что, если я не пойду? Если ты не пойдешь, то не сможешь уйти сегодня. Если ты пойдешь сегодня, то тебе придется уйти, если ты не пойдешь. Несколько старых, слабых, больных и нетрудоспособных членов королевской семьи не смеют дико лаять. Я не буду тебя беспокоить, ты действительно сначала сделаешь это со мной. Кажется, нет необходимости оставлять это ученику, чтобы он умер. Шип Мяо убивает энергетическую установку уровня Императора. Как это возможно? Сын святого на самом деле святой. Святой — это человек, которому на вид меньше 20 лет, и есть святой. Не слишком ли он молод? Боже мой, такой молодой святой, неудивительно, что учитель не боится Святой Земли начала. Оказывается, учитель — это святой, который находится высоко над нами. Те, кто остановит меня, умрут. Ваше превосходительство действительно очень сильны, но сегодня вы не можете ходить как святой. Вы не можете ходить. Старик Ли Чуран просто бесконечно близок к святому. Святые, только святые могут остановить, даже если они бесконечно близки к святым, если только он не принесет с собой немного оружия. Боже мой, похоже, что он действительно принес все сокровища городского клана в Святую Землю начала. Тот, кто однажды сокрушил душу святого одним ударом, находится в оружии 7 звезд.
Поскольку он принес с собой несколько видов оружия, почему он не использовал их прямо сейчас, чтобы открыть путь, и ему пришлось войти в запретную зону одному, чтобы рискнуть? Он привез с собой несколько единиц оружия, чтобы предотвратить несчастные случаи, и он вообще не осмелился пронести их в запретную зону. Потому что оружие на их святой земле было полуфабрикатом, и это было псевдоэкстремальное оружие, усовершенствованное сильными мира сего всех времен. Если вы войдете в запретную зону и потеряете управление, самолет не вылетит автоматически. Оружие псевдо-джедао уступает только высшему злому духу, оружие джедао, верно? Говорят, что оно не намного слабее настоящего экстремального оружия. Для вас большая честь, что Чэнь Сюань погиб в 7 звездах. Люди призвали Цисин объединиться и сказали: это всего лишь то, что Ювей несет в себе лицом к лицу. Чэнь Сюань боялся, что не останется ни одного подонка. Это выхлопной газ для оружия, и даже одежда на этом сиденье не поддувается. Тело Земли бессмертно. Этот плагин просто не рассказывает о боевых искусствах, и его недостаточно, чтобы пощекотать это сиденье. С ним все в порядке. Боже мой, что же это за культивирование монстров такое? Он действительно перенес атаку в 7 звездах всем своим телом, и невозможно было думать об этом всю жизнь, и святой отступил. Неужели он выше святых? Люди, не останавливайтесь, продолжайте убеждать Цицэнджуна и шокируйте его до смерти ради меня. Поскольку вы ищете смерти, нет необходимости оставаться на этом месте. Быстро освободитесь. Вторая мысль заключается в том, чтобы побыстрее отпустить его. Святая Земля начала не позволит вам ударить и убить всех сильных в Святой Земле начала. Мало того, он также сопротивлялся силе второго мнения в 7 звездах. Боюсь, что этот вид ужасающего самосовершенствования достиг крайних пределов в мире. Хотя это и не является чистым оружием, оно также немного эффективно. Просто останьтесь. Я жду, когда несколько единиц оружия войдут в территориальное море. Безумие. Это то, чего даже святой не может сделать с несколькими единицами оружия. Он фактически засунул его в святого, который это определенно выходит за рамки существования святого. Это нехорошо. На Святой Земле было уничтожено несколько единиц оружия. И вы все можете это почувствовать. Метка исчезла. Должно быть, этот ребенок родился внезапно. Несколько дней назад он забрал несколько единиц оружия. Кто это? Обладая таким мужеством, как вы посмели напасть на нашу святую землю с самого начала. Немедленно сообщите святому Господу, чтобы он созвал экстренное совещание. И не забудьте захватить немного оружия. Я отправлюсь в Тайку Шенмой, и я пойду с вами. Ученик, давайте отправимся туда. Это хозяин. Увы, это еще одна девочка, которая очарована несравненным лицом учителя. В конце концов, какая девочка не беременна весной? И я тоже спас ее, особенно это место. Эта поза только что была такой красивой. Мастер, как вы думаете, что это такое? Я выступлю в роли учителя и отведу вас посмотреть на это видение. Разве это плохо, обладать несравненным сокровищем? Посмотрите, эта вода, кажется, содержит силу закона Дао-Дао. Боже мой, это легендарная святая вода хаоса, артефакт, который никогда не существовал на древнем континенте. Это бесценное сокровище, которое может восстановить остров мудрецов. И капля достаточно слаба, чтобы обменять ее на сокровища небес, материи и земли, которая хранилась долгие годы, тысячи лет. Черт возьми, почему эти артефакты появляются в верхней части запретной зоны? Вот почему даже святой воспылал ненавистью, когда вошел внутрь. Он действительно залетел в запретную зону. Сумасшедший. В запретную зону запрещено входить, даже если святой послушно ходит своими ногами. Это не является правилом запретной зоны. Эта старейшина определенно является реинкарнацией Земли за пределами святого. Мы были свидетелями чудес. Эта святая вода также оснащена функцией голосового управления, так что люди могут ловить рыбу, как только придут. Методы правоохранительных органов слишком грубы. На этом собрании действительно низкий уровень. О боже мой, учитель, это жидкость из божественного источника. Неудивительно, что она может дать начало священному лекарству. Жаль, что этот священный плод все еще очень сентиментален. Если вы не в счет, значит вы не в счет. После еды можно утолить жажду небольшим помидором. Будьте спокойны, когда будете уходить. Фейминг — это движущая сила святой воды мастера и ученика.
Даосская рифма, содержащаяся в этой штуке, может помочь вам быстро создать новую высшую кость. Войдите, мастер. Разве эта пещера не является убежищем для существ Тайку? Если вам не нужна святая вода, вы можете сами медленно отращивать превосходные кости. Это существо Тайку. Для того, чтобы я была бесполезным человеком, позвольте мастеру уйти на смерть и убивать. Я не могу винить его в этой смерти. Сотни святых — это недостаточно мертвых учеников. Не бойтесь, что они брызгают святой водой. Разве это не просто для того, чтобы привлечь нас? Если они не пойдут, разве они не будут разочарованы? Учитель, вы хотите сказать, что они намеренно выпустили святую воду, чтобы заманить нас на приманку? Учитель с первого взгляда понял, что это была ловушка, расставленная существами Тайку, и он действительно взял на себя инициативу проникнуть внутрь. Какая же это властная уверенность? Да, давайте пойдем, следуйте за учителем, все в порядке, просто умрите. В любом случае, я смертный человек, и это стоит того, чтобы умереть вместе с мастером. Этот стиль оформления настолько рекомендован, что даже не приветствуется. Позже этой группе существ Тайку придется заплатить за мысленный осмотр. Да ладно вам! Голубой священный плод не может вас привлечь. Я все еще не верю в это. И эта святая вода Хаоса тоже не может вас привлечь. Давайте заходите, она послушно служит местом восстановления высшего питания. Глупые монахи-люди, когда вы пройдете перед Шэньюанем, это сиденье вырвется из-под ветра, высосет вашу сущность и кровь, и притворит, что вы спите здесь, рядом с этим сиденьем, верно? У меня дрожат веки, и это плохое актерское мастерство. Даже нельзя спутать с групповыми выступлениями в моей прошлой жизни. Не притворяйтесь, шоу Харази закончилось, и пора собирать гостей. Ваш бог — это источник печати созданий Тайку, и мастер даже подошел и постучал в дверь. Живой — это дыхание в бесчисленное количество раз страшнее, чем дыхание старейшины-мудреца без рая снаружи. Мастер, перемотайте назад. Это выглядит действительно шикарно. Посмотрите мне в глаза. Выйдите и забудьте об этом. Если вы его не напугали, как посмел этот человек проявить инициативу и спасти это место? Умрите. Играя в Sonic Power, вы неполноценный сабвуфер. Мертвец — это существо, мастер Тайку, которое не осмеливается даже провоцировать святую землю. И это все равно, что подстрелить комара. В каталоге представлено 18 великих мудрецов Тайку на пике. Я боюсь, что на новой земле не сможет окончательно сокрушить его, да? Уже поздно. Неудивительно, что это заброшенное место вызывает ненависть, даже когда приходит святой. Оказывается, на вершине горы спрятаны 18 великих мудрецов Тайку. Святая вода, Хаоса. В этой тыкве что может быть лучше для приготовления чая просветления? Что касается этой группы старых, слабых, больных инвалидов, то их все еще недостаточно, чтобы смотреть на проклятых людей. Если вы осмелитесь убить нашего вратаря, вы сможете противостоять силе проклятия. Даже если ты квазиимператор, сегодня ты не выйдешь отсюда живым. Сестра, пусть ваша кровь послужит питательной средой для нашего выздоровления. Группа проклятых монстров также осмелилась лаять перед этим креслом. Как это возможно? Как в этом мире может существовать живая земля? Впитайте в себя сущность земли, и я смогу возвысить ее до предела. Начните с этого. Мастер, те, кто осмелится прикоснуться к моей туманной секте, сегодня же будут ниспосланы вам прахом. Даже если я буду защищать бойню одной рукой, а в другой буду держать меч и так далее.
Как местный пес, позвольте мне сегодня уничтожить вашу группу мирных существ и полностью прекратить хаос в запретной зоне. Мои внутренние органы вот-вот сломаются. Отойдите на 100 миль. Это не небо, это слишком сильно. Что это за монстры? Существа тайку, обитающие в запретной зоне. Это движение вообще не под силу человеку. Здесь нет никакого принуждения, но оно обладает такой ужасающей разрушительной силой. Могло ли быть так, что 7 звезд на Святой Земле изначально были полностью мотивированы? Этот человек действительно может использовать несколько видов оружия, чтобы довести себя до такой степени, что если он не умрет, то наверняка станет императором в будущем. Нет, это невозможно. Император сохранил ему жизнь, а вы, уродливые создания, выглядите странно. Даже скелеты не так хороши, как смерть. Вот и все. Я думал, что 18 великих мудрецов объединили свои усилия, чтобы заставить меня немного попотеть, но я даже не смог уловить этого. Земледелие оснащено экстремальным оружием. Неужели это просто деревня новичков? Непобедимый на самом деле одинок. Как снег, сражаясь в одиночку с одним мечом и одержав 18 побед, только охраняя. Я думаю, что мастер Тайпин был слишком красив и властен, когда только что взмахнул своим мечом. Быть учеником мастера, даже если ты умрешь, того стоит. Эта штука немного зловещая, и даже императорский меч не смог полностью очистить силу проклятия. Забудьте об этом. В любом случае, вина лежит на всех, что вам нравится в этом разрушенном месте. Вы достаточно насмотрелись? Если вы насмотрелись достаточно, давайте уйдем. Добрый человек, гуру, мастер и так далее. Эти кристаллы бога Луны, один взгляд на который стоит больших денег. Не лучше ли нам упаковать их и забрать с собой? Просто выбросьте это. Какая жалость. Я прихватил с собой немного оружия, чтобы успокоиться. На самом деле вам не хватает нескольких разбитых медных пластин, которые разлетелись по земле, как получилось, что ученик Чэнь Сюаня — маленький любитель денег. Если в зоне с ограниченным доступом вы без проблем наберете 9 звезд, то получите результат, а также белую шлюху с горстью имперских мечей. Эта волна крови заработана, и я не знаю, какие еще награды система может прислать мне в следующий раз. Эта непобедимость дня тоже вызывает все больше и больше ожиданий. Учитель, это и есть та самая мистическая секта? Какая богатая аура, такое ощущение, что вы попали в волшебную страну. В то время я не обращал внимания на то, чья это была территория. Это секта Криптон Гол, которую это место уничтожило с помощью системы. Старейшина Лю Кан вышел, чтобы забрать людей. Я встретился с патриархом. Это великий старейшина внутренних врат. Вы следуете за ним, чтобы выбрать сверхъестественные силы, а затем приходите в зал, чтобы найти учителя, который родит для вас высшую кость. Благодарю вас, мастер Линк, за то, что вы встретились со старейшиной. Пойдемте, старик отведет вас к подмастерью и отошлет подальше. Следующим шагом будет захватывающее открытие бокса вслепую. Система открыта, и в ней нет ни одного ученика, и ни для одного ученика не было открыто ни одного ученика. Поздравляем хозяина с получением карты призыва бессмертных в одном экземпляре, а также поздравляем хозяина с получением колонны сбора большого массива божественного источника, которая может поглощать духовную силу небес и земли и сливаться в жидкость божественного источника, которая может производить десятки миллионов капель каждый день. Поздравляю ведущего с успешным прохождением теста на потенциал. Столбик лестницы состоит из 999 ступеней. Чем ближе вы подходите к вершине, тем выше ваш потенциал. Поздравляю ведущего с получением лучшего магического оружия. Зимба интересовался состоянием души. Поздравляю ведущего с получением материала императорского солдата, врожденного смешанного элемента небес. Поздравляю ведущего с получением карты улучшения культивации, чтобы стать единым целым. Поздравляю ведущего с получением вечной битвы тела. Пока у вас непоколебимое сердце, вы можете завоевать все в этом мире, и чем больше вы разочарованы, тем вы смелее и непобедим. Поздравляю ведущего с получением особых дополнительных наград. Земля делит карту на 2 части, и каждый день в ней появляются десятки миллионов уровней жидкости божественного источника. Существует также орган Вечной войны, который становится властным, когда вы слышите его название, и система немедленно сливается с органом Вечной войны. Этот орган Вечной битвы кажется более устрашающим, чем высший орган. Специальная карта призыва не может быть синтезирована. И вот-вот гора начнет принимать учеников, и пришло время добавить в секту несколько старейшин. Система вызвала для меня этих 2 великих императоров. Император Дин, в зове сильного попросите ведущего организовать для него опознание. Старейшина Неймен. Старейшина император Дин успешно вызван. Пожалуйста, терпеливо дождитесь хозяина.
С ужасающей аурой он направился прямиком в главный зал патриарха. Брат, ты тоже должен почувствовать это давление. Даже не слабее, чем те трое старших. Пойди и посмотри сам. Подчиненные короли наказывают демонов. Подчиненные короли разрушают небо, чтобы встретиться с патриархом. Конечно же, старейшина секты снова вышел на улицу. Двое старших ничуть не слабее, чем трое остальных. Это потому, что вы собираетесь основать гору для приема учеников. Все старейшины готовы помочь вам. Не должны ли у нас снова быть две сверхдержавы? Наша секта настолько сильна. Верно, верно, вот и вся реакция. Дайте мне сильное тонизирующее средство для мозга. Позвольте двум старейшинам встать без церемоний, и в будущем у нас будет два охранника. Я готов пройти через огонь и воду ради патриарха, и я никогда не умру. Высший закон, о котором говорил мастер волшебной страны, оказался правдой. Как высший орган, уничтожьте всех врагов, станьте высшим органом, одержите 3000 побед одной рукой и проведите 800 недель по горизонтали обеими руками. Я непобедима перед бессмертными и один на один превосходил их. Оказывается, мое высшее тело настолько потрясающее, что Ая, какой у тебя тяжелый зрачок. Вы новая старшая сестра? Меня зовут Линь Фан Синчен, а меня зовут Мужун Вэйвэй. Старшая сестра такая милая, меня зовут Лю Юо, старшая сестра. И меня зовут Шилин, старшая сестра. Как вы попали в дом к хозяину? Меня выкопали и бросили в запретную зону. Как получилось, что здесь живут такие плохие люди? Сестра, не волнуйтесь. Заниматься земледелием здесь в 10 000 раз лучше, чем на этой дерьмовой святой земле. Хотя на средней стадии развития Земли этого достаточно, на поздней стадии развития Земли это никак не сказывается. В этом и заключается разница между взрослыми и маленькими детьми на поздней стадии развития Земли по сравнению с предыдущим периодом. Если вы снова столкнетесь с группой существ в тайку в запретной зоне, глаза Лао Цзы могут превратить их в световые пятна и рассеять. Учитель и ученик здесь для того, чтобы восстановить свою жизнь. Линк, заходите. Вам, ребята, не обязательно заходить, возвращайтесь и тренируйтесь. Мастер-ученик был выбран в соответствии с высшим законом. Ученик, войди внутрь и впитай святую воду. Этой святой воды достаточно, чтобы у тебя родилась новая высшая кость. У мастера-ученика есть предложение, которое он хочет задать, в котором говорится, что врожденный тяжелый ученик силен, или что высшее тело является мощным, оба они сильны. Но высшее тело еще более мощное, но мир говорит, что тяжелый ученик непобедим. Почему Верховный Орган обладает большей властью? Потому что, кто бы не был мечом Феникса в конце пути бессмертия, Всевышний в конце концов опустеет. Так вот, это и есть настоящий Всевышний. Притворяться вынужденным — это должно быть классическая фраза. Конечно же, в следующем предложении Всевышний смотрит на вершину, и в этом есть вечность. Я не буду говорить об этом, мне нужно сохранить лицо. Благодарю вас, мастер, за ваше понимание. Демон, демон, подождите меня. Высшая кость, которая выросла первой, казалось, обладала чрезвычайно ужасающей аурой разрушения и была активирована. Мастер, ученик чувствует себя так неуютно, у него так чешутся плечи, как будто что-то вот вылезет наружу. Не волнуйтесь, не теряйте головы. Именно святая вода хаоса поможет вам активизировать таланты и сверхъестественные способности в долине Всевышнего. У таланта есть сверхъестественные способности. Разве это не закрытая карта, которую можно открыть только после того, как ее разыграют? Это я моя. Вы достаете мне кусочек антикости, но мастер дает мне кость Верховного Бога и уплотняет ее для меня. Мастер. Этот могущественный ученик не может контролировать это. Быстро избегайте этого. Он заслуживает того, чтобы быть ребенком с суперпотенциалом. Как только ученик изменил форму высшей кости, он активировал силу Божьей скорби. В Небесном Царстве не осталось даже пепла, но перед базой культивации императора Лао Цзы стоит большой фонарик. Этого было достаточно, чтобы уничтожить все невзгоды, и мастер раздавил его всего 2 пальцами. Какого уровня табу достигла сила мастера? Может ли это быть верховный гигант бессмертного мира? Источник питания едва заметен. Упс, он не прекращается.
Учитель и ученик чувствовали себя такими уставшими, что у них совсем не было сил. Свет небесной скорби — это свет великой скорби, и он чрезвычайно силен. В вашем нынешнем состоянии старайтесь использовать как можно меньше плодов победы, которые вы привезли с собой, чтобы в будущем вы могли их съесть. После того, как он поправится, он начнет хорошо практиковать высший закон. Благодарю вас, мастер, за ваше сокровище, и вы будете жить в соответствии с наставлениями мастера по развитию секты. Сейчас аура достаточно сильна, но эту штуку нельзя использовать для сбора божественных источников, предоставляемых системой денежных трат, которая просто пригодится. Вот и все. Земля сокровищ по фэншуй подходит для строительства фабрик. Добрый человек. Потребовалось десятки тысяч лет, чтобы божественный источник периода Тайку сконденсировался до капли. Идет сильный дождь, и он заслуживает того, чтобы его произвела система. Это, блядь, единственная на всем континенте полностью автоматическая печатная машина Lion King. Она идеальна. Однако, эта божественная жидкость вырабатывается слишком быстро, и было бы жаль, если она перельется через край и пропадет впустую. Так что вам придется найти несколько свободных рабочих, чтобы уволить рабочих. Боже мой, за каплю жидкости из божественного источника, взятой из внешнего мира, предки, жившие в этих святых местах, могут сделать мозг собаки. Наш патриарх на самом деле попросил нас взять с собой бочки. Патриарх сказал, что если склад будет заполнен вовремя, давайте выпьем эту жидкость из божественного источника. Я только что не сдержалась и лизнула ее. Обычная вековая база культивирования на самом деле ослабила стремление добрых сестер испытать нас и помешала нам, продолжая подметать пол у ворот и появляться там. Но вместо этого, предоставив нам такую замечательную возможность, даже если мы умрем от истощения на этой горе Шэньюань, мы должны отплатить за доброту патриарха. Копайте усердно для меня. Скажите патриарху, что вы заказали удостоверение личности клана. Подчиненные и не тянь работали день и ночь, и все они были завершены. Йоу, все это сделано из смешанного камня юань. Если убрать этот почерк, то, по некоторым оценкам, это ослепит глаза так называемых суперсектантов. Подчиненные патриарха Минзяне также специально разработали значки. В будущем пусть ученики туманной секты выйдут и повесят этот каменный значок Минь-Юань себе на грудь, который осмеливается не иметь глаз. Чишинь-Юань. Сложил в гору жетоны со смешанными камнями юань. Финансовые ресурсы моей туманной секты. Пришло время для всего доисторического мира. Континент, чтобы почувствовать, что такое настоящий удар по уменьшению размеров. Да, этот камень со смешанными элементами должен быть потрясающим, и он может связать земную ауру клана. Кто осмелится подделать его и взорвать фейерверком прямо на месте? Мудрые подчиненные патриарха заберут его и раздадут старейшинам и ученикам. Поторопитесь и сделайте еще миллионы приготовлений, и немедленно отправляйтесь на гору, чтобы принять учеников. Не допускайте на работу новых сотрудников, у них даже нет разрешения на работу. Я подчиняюсь. Сестра, послушайте, мы официально состоим в секте Мисти. Сестра, мы должны хорошо поработать, вдохнуть здешнюю ауру и усердно практиковаться в течение года. Я прорвалась через маленькое царство, как только вернулась. Все верно. Я не спущусь с горы, если убью вас. Кто бы ни помешал мне сегодня заниматься добычей полезных ископаемых, с кем бы я ни сражалась, копайте для меня. Хороший парень, но здесь слишком много людей, не так ли? Почему в небе есть еще одна группа братьев? Помогите мне занять место. Я хочу пройти 200 миль за пределами туалета. Неужели вы не можете этого вынести? Я сразу же начал испытание в горах и вышел на улицу. Даже не думайте о том, чтобы протиснуться внутрь. Я не могу этого вынести в этой жизни. Для того, чтобы грести, я потратил 1,5 месяца. Вы все готовы? Я готов отправиться в путь. Байшань хороший ученик. Видя, что ноги женщины не касаются земли, она на самом деле является поясом души и тела, или личным значком ученика, даже ее душа затуманена и грязна. И она совсем не обращает внимания на зал души, он слишком властный. Тот, что посередине, это патриарх Чэньшэн, который забил до смерти 3 золотых. Он слишком молод, слишком красив, хороший парень, так много людей, слишком кудрявый, этот внутренний объем не сумасшедший. Но чем больше роллов, тем лучше. Из поля патриаршего лука парея снова собирают урожай. Это место объявило о вступительном испытании, которое начнется прямо сейчас. Это и есть тест.
Лестница насчитывает в общей сложности 990 этажей. Те, кто поднимается на вершину, имеют потенциал войти в дверь этого места, как личная биография. Те, кто поднимается выше 900 этажа, являются внутренними учениками. А те, кто поднимается выше 600 этажа, являются внешними учениками. Пока они поднимаются по лестнице, они могут войти. Моя эфирная секта приглашает патриарха сесть и начать с его плеч. Чтобы передать привет ученикам, чонг-чонг-чонг, невестка, ты, кажется, ждешь меня снаружи. Я тоже пойду. О, чтобы защитить невестку из особняка друзей даосов, она стояла слишком далеко, и она не смогла втиснуться внутрь. Хороший парень? Разве это не самый быстрый корейский бегун, которому грозит опасность? Это супер невезучий Хан Ран-Ран, который поклонялся какой-то секте и был уничтожен какой-то сектой. Почему у него такой высокий потенциал, и он бегает быстрее кролика? Хе-хе-хе, сын удачи, и король собачьих воров становятся все более и более интересными в беге на 100 метров по пенгу в королевстве Сюйсянь. На этот раз туманная секта принимает учеников, конечно же, собираются гении, но первым должен быть я. Отлично, дочка, посмотри, как твой крестный получает место в секте Мисти. Крестный вступает в секту Мисти, так что нам не нужно беспокоиться о том, что над нами будут издеваться. Черт возьми, я не могу понять, почему он здесь, и я осмеливаюсь прийти вечером к могиле моих предков. Это нормально, что стандартный бракоразводный процесс ведет мужчина. Хороший парень сбежал, куда бы он ни пошел. Неудивительно, что это вызывает гнев и негодование. Оказалось, что это грабитель гробниц, который любит спать на изголовье гробницы, расторгнуть брак, сбежать, ограбить гробницу и сделать двойной ремонт. Разлученные с 4 выдающимися гениями современности, они находятся в депрессии. Человек — это обычный самосовершенствующийся человек. Не так ли? Патриарх тоже шокирован моим потенциалом. Нет, этого недостаточно. Я должен подняться на вершину и позволить имени Сяо Ченя греметь по всему миру. Нароня, я хочу, чтобы вы знали, что я могу прославиться на весь мир. Те, кто живет выше 600 этажей, приходите сюда, чтобы зарегистрироваться. Второй уровень семьи Хан. Протестируйте как можно больше. У вас что-то с головой не в порядке. У семьи Е и семьи Муронг по 4 или 5 мест у внешних дверей. Выбирайте сами. Благодарю вас, патриарх Хан Киен. Этот внешний ученик получил более сотни подарков, поэтому ему нужно найти систему управления делами, открыть все подарочные пакеты, которые он сохранил до этого. И синтезируйте карту призыва святого. Будьте мирянином старейшина и смиритесь с этим. Это принуждение превосходит силу святого и является высшей силой царства святого короля, находящегося на полушаге от него. Может ли быть так, что вторгся несравненный враг? Подчиненные встречаются с патриархом. Что именно? Святой король, стоявший на полушаге, действительно опустился на колени. Это как такое могло случиться, что сегодня этот взрослый человек на самом деле находится в полушаге от святого короля, но его только что призвали стать внешним старейшиной? Какого рода бессмертной силой обладает эта туманная секта? Это так печально, это так же тяжело, как небо. Мне лучше пойти домой. Нет, подождите минутку. Мастер Сяо еще не оставил моего сообщения. Свояченица Фу, после того, как Шэнь Даою вступит в секту, у вас также будет покровитель, пока он здоров. Вот это.
аура туманной секты настолько сильна, что она растворяется. Туманная секта действительно является скрытой суперсектой. Если ученики Лю Кана только что вступили в секту, и их семейная история не была изучена, им будет дан один день, чтобы вернуться и разобраться с сектой. Это средство для культивирования. Субсидии на ликвидность из божественного источника и так далее, и распределяйте их соответствующим образом, в соответствии с идентичностью внутренней и внешней сект. Система выдает несколько видов оружия. Нет, медицина слишком продвинута, и вы можете лечить этих маленьких уток коллаба с любой точкой расы, поэтому вы не можете использовать персики в качестве корма для них. Кроме того, ресурсы сект по выращиванию растений слишком развиты и ограничены, чтобы их могли использовать новые ученики. У вас есть время сходить и приобрести некоторые низкоуровневые ресурсы, горшки и сковородки, костюмы секты, алхимиков, лекарственные материалы, рейки и так далее. В частности, вам следует помнить, что вы должны купить самую лучшую жидкость Шэнь Юань. Обычные цветы понятны подчиненным. У патриарха есть приказ. Во-первых, при вступлении в секту в первый раз дайте 1 день на решение семейных дел. Во-вторых, вступающие в секту никогда не могут предавать. А драки запрещены. Ученики выслушали приказ, и старейшины 10-го павильона Ло Фэсюаня, представители молодого поколения, поприветствовали старших. Это драгоценный чай 8 сокровищ. Я боюсь, что старейшины, которые выходят из этой секты серебряных украшений, будут чрезвычайно довольны. Не так ли? Старейшина Лю Цинло, занимающий это место, невежлив сеньор. Может ли быть так, что он недоволен этим чаем? Я понимаю, что легендарные артефакты, такие как чай, вы просто случайно вспомнили об этом. Извините, но я пью чай просветления только на этом месте, а на других у меня сильный кашель. Неудивительно, что патриарх всегда выглядит так, будто облака легкие, а ветер легкий. Поэтому я чувствую себя таким счастливым, притворяясь вынужденным. У Гуйцзуна действительно глубокие корни. Я не знаю, какие товары старший хочет приобрести на этот раз. Я слышал, что скудные ресурсы Гуйцзуна для низкоуровневого культивирования хороши, и это место хочет приобрести партию низкоуровневых ресурсов, чтобы вы могли подготовить материалы для моих внешних учеников в соответствии со спецификациями Святого Сына Святой Земли. Что касается внутренних учеников, то в соответствии со спецификациями старейшин Святой Земли и так далее. Внешняя дверь соответствует требованиям сына, а внутренняя дверь соответствует требованиям старшего. Святой Сын, старший Святой Земли, использует лучшую небесную мантию аура, которая стоит астрономическую сумму. Вы уверены, что вам стоит бояться, что моя туманная секта не сможет позволить себе заплатить за все? Жидкость Шэнь Юань — это такой большой резервуар. Это жидкость из божественного источника, которая может запечатать и противостоять красноте и безумию Святой Земли. На самом деле, вы используете их для покупки постельного белья, а мастера рейки низкого уровня для того, чтобы занять место для ненужных вещей, это всего лишь депозиты. Костюмы Линба, первые 5000 комплектов и 3000 комплектов лучшей ауры компенсируют разницу, а затем возьмите их. И используйте жидкость Шэнь Юань как мелочь, которую можно потратить. Сколько антирабских артефактов хранится в сокровищнице этой туманной секты? Перед лицом таких трансцендентных сил мой павильон сокровищ просто оборванный старшеклассник. Не волнуйтесь, я приму этот заказ от гигантского павильона. Даже если склад штаб-квартиры опустеет, последователи туманной секты никогда не пострадают. Патриарх, церемония открытия горы и принятия учеников была успешно завершена. В общей сложности было набрано 12 внутренних учеников и 100 внешних учеников. Ну что же, я вижу. А как насчет ресурсов, которые вы покупаете? Со старейшиной Джамп Гилло связались, и он скоро будет доставлен. Хорошо, оставайтесь на месте, подчиненные уходят. После стольких дней молчания я наконец-то могу открыть ящик для штор. Система показала мне все пакеты для учеников. Сегодня вам предстоит испытать острое ощущение тирана, выигравшего 10 розыгрышей подряд. День. Поздравляем ведущего с получением 799 карт призыва Небесного Короля, а карты призыва Святого — это 16 карт. Тайгу волшебная восьмерка. Это хорошо для Святого Короля, но этих людей недостаточно. Система синтезирует все карты призыва для меня, и синтез завершен. Подчиненные встречают патриарха. Добрый молодец, земля отправляет китайскую капусту партии. К счастью, я был привязан к базе выращивания на поздней стадии развития земли в самом начале. Иначе это ужасающее принуждение почти не смогло бы сдержать даже Лао Цзи. Патриарха. Вайли, отправляйтесь к Лю Кану, чтобы договориться о вашем месте работы. Я повиновался. Вот это. Дыхание исчезло. Демоническая аура, которая долгое время была в моем теле, полностью исчезла. Ресурсы старейшины Ло можно отправить старейшине Лю. Все ресурсы находятся в этих 10 лучших духовных сокровищах и 1000 лучших духовных видов оружия. Все из которых непроницаемы для воды и огня, а также лучшие из них, у которых есть свои собственные формирования, хорошо справляются со своей работой. Это последний платеж для старшеклассников, и младшие никогда не осмелятся принять этот последний платеж. Младшим нужна только половина суммы. Младшие ничего не получают. Сюзерен делает вывод о высшей сверхъестественной силе. Вы ждете здесь, не шумите и не мешайте.
Это младший, поймите. Это высшее существо, которое, как говорят, является источником божественной жидкости, подобной навозу, которая может легко подавить звук демона Тайку. Всего лишь тень. Сзади почти остановила мою базу совершенствования в конце Золотого века. По воле Божьей небо рухнуло, и патриарх небрежно указал на это. Неужели это уничтожит мир? После поспешного вливания 1 миллиардной доли миллиардной мощности небо треснуло, как бумага. Это движение слишком чванливое, а способность к самовосстановлению, разрушающая небеса, слишком слаба. Восстанавливайтесь такими темпами до года обезьяны. Измените пространство в 1000 миль одним взмахом руки. Это закон космоса, к которому не может прикоснуться даже святой. Хозяин легко уничтожил непобедимость сюзерена и другие средства изменения неба и земли на диком древнем континенте. Кто может сказать сюзерену, что это Ло Фэйсюань, 10-й старейшина павильона сокровищ, который находится на поздней стадии желтого уровня, и хочет присоединиться к моей секте в качестве разнорабочего. Подчиненные пришли спросить совета у младших по званию. Ло Фэйсюань отдал дань уважения культивационной базе покойного императора и пришел работать разнорабочим. Однако ученицам-женщинам в секте просто не хватало системы старейшин женщин, и они вызвали ее коллегию. Личность хорошего парня оказалась одной из 9 оставшихся душ, разделившихся после ледяного узла великого императора. Главная душа пробудилась и ищет клона, чтобы дополнить себя по всему миру. Неудивительно, что я убежал в испуге. Я здесь, вы назначили старейшин павильона сокровищ, и вы пришли в мою туманную секту в качестве разнорабочего. Это из-за голоса в твой разум, который продолжает звать тебя. Откуда вы знаете? Это кресло не только знает, что у вас в голове звучит голос, но и знает, что вы великий император, который должен жить дальше. Во-вторых, вы сами превращаетесь в 9 оставшихся душ, перевоплощаетесь и перестраиваетесь заново. И вы всего лишь один из 9 оставшихся душ. Души. Голос в вашем сознании сейчас — это пробужденная душа Господа, которая зовет вас в прошлое, готовая поглотить вас и превратить его в питание для него, чтобы он мог вернуться на вершину. То, что сказал этот человек, может быть одной из реинкарнированных душ великого императора. После стольких лет напряженной работы я наконец вступила в имперское царство. Но в итоге оказалось, что это всего лишь человеческая форма, выращенная другими людьми. Мастер Пил спасает жизни. Младшие не хотят умирать, пока не могут оставаться в туманной секте и избегать восприятия главной души. Младшие готовы быть быком и лошадью. Младшие сейчас клянутся Дадао, вечной жизнью, и никогда не предадут туманную секту. Если душа будет уничтожена из-за этого, женщины в моих глазах станут розовыми скелетами. И ты уберешь свой жалкий вид, но с тех пор, как ты вошел в двери туманной секты, ты тот, кого прикрывает Чэнь Сюань. Не говорите о душе великого землевладельца, даже если небесный путь явится лично. Даже не думайте о том, чтобы дать вам холодное перышко, чтобы посидеть на этом сиденье. Бегите, бегите, как бы ни было поздно, все равно будет слишком поздно. Это ужасно. На этот раз зал душ действительно отправил на тот свет второго мудреца Сюаньмина. Это 2 святых ветерана, которые прожили десятки тысяч лет. Они уже высказались, и сегодня они уничтожат секту туманных. Давайте быстро спрячемся, чтобы не превратиться в кровавый туман из-за последствий боевого метода святого. Что за зал души? Второй мудрец Сюаньмин подошел к двери. Те, кто осмеливается передвинуть это кресло, не говоря уже о втором мудреце Сюаньмина, который является котом и собакой, являются родственниками великого землевладельца по духу. Так как же они могут прийти на это место и разрушить зал душ? Это второй мудрец из Сюаньмина, но свирепые и задумчивые боги-убийцы в восточных регионах объединили свои силы с указом, чтобы по-настоящему противостоять великому мудрецу Сюзерену. Хотя это и непостижимо, в данный момент секта беззащитна. В случае, если они нападут, нет. Я должна поспешить назад, чтобы предупредить. Я иду, второй мудрец Сюаньмин из зала души действительно был убит. Настоящий святой был застрелен. При таком принуждении кажется, что внутренние органы вот-вот будут выдавлены. Это и есть тот самый легендарный святой. Почему у меня такое мрачное ощущение? Люди в зале души одновременно и добрые, и злые, и это ненормально постоянно находиться в контакте с душой. Не говорите этого, посмотрите на кого-то, кто выходит из плавучей секты.
Что с вами обоими происходит? Это оказался подметающий наружную дверь старейшина. Слушайте внимательно. Мы, второй мудрец зала души Сюаньмин. Вы, странствующая секта, убейте меня в зале души, гонец за душами. Немедленно позволь мастеру твоей секты выйти и дать объяснение. Лучше всего отдать женскую душу вашей секты и душу в кольце депрессии. В противном случае не обвиняйте нас сегодня в том, что мы так громко уничтожили секту туманов. Посмели унизить главу секты и искать смерти. Почему вы начали это делать еще до того, как закончили говорить? Нет, это невозможно. Вы не являетесь внешним старейшиной. Вы слишком шумный. Вы прямо ущипнули старого святого. Он определенно святой старого города. И даже святого растер в порошок. Мистическая секта слишком ужасна. Уходите, не смотрите, будьте осторожны, чтобы не оказаться замешанным в это дело. Уходите, уходите быстро. Нехорошо унижать кого бы то ни было, вы должны унизить сюзерена. Если старик не убьет вас, я приношу извинения за ваше мужество. Этот старейшина — Луций Сюань, новый заместитель старейшины внешних врат, который только что был у внешних ворот. Я услышал, что второй мудрец зала души собирается побеспокоить меня. Поэтому я вернулся, чтобы сообщить об этом, и попросил старейшину быстро сообщить патриарху, чтобы он примите меры предосторожности. В этом нет необходимости. Люди из зала души уже побывали здесь. Что здесь произошло? Может ли быть так, что они проникли в секту? Опоздавшие, люди с неземными посылками подвергаются риску. Не обращайте на это внимания. Кучка пыли на земле — это два святых. Я подметал ее. Я убил двух святых, которые жили десятки тысяч лет. И они просто превратились в кучку пепла, не оставив даже следа битвы. Спасибо вам, старейшина, за то, что посоветовали мне пожертвовать младшими и уйти на пенсию первой. Ну что же, продолжайте. Новый заместитель старейшины был шокирован убийством двух обычных святых. А что насчет этого? Если он даст ему знать, что старик находится всего в полушаге от него, привратник царства святого короля боится, что он распугает демонов на месте. Дела мастера душ плохи, и судьба двух святых Сюаньмина нарушена одновременно. Маленькая туманная секта даже осмелилась убить двух святых Сюаньмина в моем зале душ. На самом деле, когда в зале моей души никого нет. В таком случае, не вините это место за то, что оно безжалостно. Откройте алтарь и разбудите предков заранее. Повелитель душ на самом деле хочет воскресить предка Великого Священного Царства заранее. И древняя земля боится, что небо изменится. Передайте мой приказ. Призовите всех святых в храм. Положите все души, накопленные за тысячи лет, на алтарь для жертвоприношения. И пробудите предков. Это место хочет, чтобы цыплята и собаки туманной секты не оставались. Оно подчиненное. Так что давайте сделаем это. Просветите патриарха. Второй мудрец, Сюаньмин из зала души пришел, чтобы спровоцировать вас и оскорбить, и старейшины внешних ворот легко превратили его в пепел. О, если вам нужна душа, если вы хотите занять это место, вы смеете ругать меня за зал души, верно? Уничтожьте его, чтобы в будущем не шуметь у дверей этого места. Это подчиненный, так что идите и договоритесь со старейшиной демонов. Один из членов зала души Бьюо также осмелился ударить его носом по лицу, просто чтобы позволить этим старейшинам пошевелить своими мышцами и костями. У патриарха есть приказ разрушить храм души, скосить траву и избавиться от корней, и он осмелился проявить неуважение к моей секте. Вы будете наказаны. Возвращайтесь, предки вернутся, станьте предками, и Великое Святое Царство будет восстановлено. Как только предок выйдет на свободу, мой зал души, несомненно, объединит восточные регионы. Кто разбудил меня? Кто ткнул пальцем в небо и указал на землю, за исключением неба и указал на дно? Кто разбудил меня? Тот, кто разбудит меня, тот и убьет меня. Что это такое? Бегите скорее.
Срезая траву, вы не удаляете корни, а весенний ветерок снова дует, и просто туманную секту тоже стоит использовать. Когда мой предок дождется, что я прорвусь, я расплющу его собственными руками. Почему я должен идти в храм его души? Где находится мой дом? Я иду не в ту сторону? Лорд Сын Души — это и есть зал души. Зала души больше нет. Где мой отец? Где мой предок? Нет, давайте уйдем. Давайте уйдем. Вы слышали? Зал души был уничтожен огромной трансцендентной силой, и осталась только яма длиной в 100 миль. Это и есть трансцендентная сила северной территории, которая передавалась из поколения в поколение на протяжении десятков тысяч лет. Говорят, что это был просто старейшина туманной секты, тыкающий пальцем в небо. Второй мудрец Сюаньмин из зала душ пал, и его предок тоже пал. Полный зал святых был уничтожен, а эфирная секта молча уничтожила зал душ. Такого рода сила не должна провоцировать орден продолжать действовать. С тех пор ученики в секте хотели быть неземными. И Цзуньдже в 3-й раз опустился на колени, чтобы не сталкиваться друг с другом. Просветите патриарха. Старейшина Чежумо разрушил храм души, вырезал траву и корни, не оставив ни одного живого рта. В настоящее время ни одна сила на всей восточной территории не осмеливается смотреть прямо на моего Пиадзуна. Ну что же, я вижу, что для уничтожения трансцендентной силы с точки зрения мастера, это всего лишь слово знания, это настоящая королевская гавань в мире. В прошлом я беспокоилась, что оскорбление людей может причинить неприятности секте. Но теперь я понимаю, что перед мастером вся восточная территория должна склонить голову и начать разрушать секту. Теперь я единственный на восточной территории, и ученики могут сражаться один за другим. Жизнь на пенсии кажется мне все более и более многообещающей. Это легендарное тайное царство Шэньсю, которое на самом деле заранее открыло возможность, которая выпадает